алейкум рахматллахи баракату. Салям, салям, жамағат. Бұл тағын мен. Ночной дозор. Как говорится, бүгін бек қызық темалар келіп шықты. Шоңарға шығырға болды менде. Мен тырышармын енді. Нешіктір күні бойы мына шулай уақыт тауып шығам енді. Түнге дозор болып. Бүгін шундай темалар мен описать еттім шекеллік. Темалар. Бүгінгі темалар получается биг интересный. Получается, самое главное, наверное, это тема против узкого марша. Нәрсәгә появился вообще, откуда появился нафиг этот узкий марш? Что за праздник в Питере? Вот. Хотел высказать, как говорится, я уже где-то что-то сегодня высказывался в Ютубе, вроде бы в ТикТоке, то, что вот узкий марш, получается, это наша, так скажем, больная тема. Именно на Башкортостан, Татарстанга и другим регионам, чтобы мы могли, как говорится, также маршировать. Почему они выходят, мы не можем. Вот этот вопрос. Почему им все дозволено, а нам ни хрена ничего не дозволено. И, конечно же, самая интересная вторая тема будет. Кто что знает, там пишите. Если кто будет в комментариях. Что за заказ Ходорковского, получается, Навальнят. Кто заказал? Ходорковский заказал Навальнят? Вот этот вопрос тоже надо будет разжевать сегодня, понять. И, конечно же, интересное, все-таки в конце концов дали разрешение. Америкосы с англичанами, с немцами дали разрешение бить по дальнику внутрь. Рашки, пидорашки. Как я и говорил, татарларға, башқұртларға, давайте бәрігіз Москваны. Кімдір менге комментарий жазып жіберген. Біз бит Москвада яшейбіз деген. Ну, кто тебя просит Москвада яшәгә? Шык та кит. И там, как говорится, если бить, получается, не по людям же, наверное, бить надо, а по Кремлю. Если уж бомбить Москву, значит, по Кремлю надо бомбить, а не просто тролливали, как говорится. Вот так вот. Вот такая вот тематика. Шунарга, что я хочу сказать. Что вот это русский нацизм уже, как говорится, ликует и полностью, как говорится, вылазит по всем орбитам уже, у них как бы это как праздник идет, да, получается, празднуют то, что они могут, как говорится, выходить на вот эти русские марши, шествия вот эти. И зачем они нам нужны? Объясните нам, вот эти шествия. Навальнята, помню, даже в Башкортостане делали какие-то шествия с флагами там, и, конечно, их потом менты крыли. Вот такие моменты тоже я помню. Даже башкортлар с этим навальнятами, знаю таких людей, сейчас шкерятся в Америке. Навальнята. Вот, мы решили их назвать навальнятами, потому что тут есть узкожопые, а еще есть навальнята, которые типа, как говорится, псевдоимперцы. Думают они как бы перехитрить весь, как говорится, народ Башкортостана и Татарстана, что они как бы будут, как говорится, нам волю давать. Нет, конечно. Вот так вот. Поэтому, самый интересный момент, что люди подсели. Окей. Рахмат. Так, кімінде бар?
Чё? Что за бред? Алга, башкортлар, алга. Рахмат. Только по военным объектам. Не-не-не-не-не. Какие военные объекты? Не объект, нет. Насчет по военным объектам речи не идет. Вот когда речь идет о Москве, только по Кремлю. В Москве какие военные объекты? Нафига они нам нужны? Военные объекты надо долбить по регионам. А по Москве надо долбить именно по Кремлю. Чтобы эта тварь путлерская, как говорится, куда-нибудь сбежала оттуда. Чтобы потом догнать можно было его еще. Навальнята разные. Ну, в каком смысле? В каком смысле разные? Навальнята это та басота. Салям, салям. Мурат, салям. Рахмат, то, что вы откликаетесь, выходите. Так. За позицию респект. Угу. Рахмат. Рахмат это спасибо, ё-моё. В каком мире живете? Thank you. Этот, как говорится, спасибо, знаете, наверное, на английском. А что, как говорится, не знаете, наш татарский, так скажем, тюркские языки. Вот так вот. И вот, самая моя такая любимая тема, это вот этот ёбаный нацизм. В Питере, как говорится, прошел этот марш. Я высказал уже в своих каналах про это. И какого хрена, получается, узкий нацизм, получается, проходит по Питеру, там еще бы они еще сделали где-нибудь в Чечне еще такое сделали бы. И где-нибудь еще в Татарстане, в Уфе они, конечно, само собой, они могли бы сделать, наверное. Ну вот, вот это видео, получается, на днях, как чморили дагестанку, там хуесосили, как говорится, друг друга, они там, две женщины. Вот этого, как говорится, вам не хватает, что ли? Сколько уже вот таких событий у нас происходит, наших, получается, мусульманок обижают и так далее, там мечети жгут, мечети захватывают и так далее, вот эти, вот той же москалятине. Да и в Питере, да и везде. Везде менты кроют там, это в Мордовии, везде. Сколько там сажают, как говорится, этот мусульман и так далее, и так далее. А у нас почему-то нету татарского марша. Башкорт маршлары коя. Коя марш. Где марши наши? Почему нету марш всех народов России? Давайте вот, давайте сделаем такой марш. С каждой, как говорится, республики, не узкожопой республики, пусть вылазят, как говорится, давайте делать марш. Вот такая вот вам этот задачка тут появилась. Почему узкожопых получается, а что они, блядь, цари, что ли, на всю Россию, что ли, они нахуй? Наши хозяева, что ли, они? Я не могу понять, блядь. Почему эти пидоры, нахуй, могут создавать марши всякие, а мы не можем? Вот вы говорите, вот, башкортлар, татарлар, вот мы не хотим воевать, мы просто хотим отделиться. Ну, попробуйте просто отделиться. Просто тогда давайте мы не будем дискуссировать насчет военной тематики. Давайте вот с завтрашнего дня вы начинаете выходить на вот эти татарские, башкирские марши, чеченские марши, дагестанские марши. Давайте якутские, бурятские марши. Давайте создаем марш по всей России. И делайте лозунг, короче, с нами Аллах, с нами Аллах. Вот и все. Будет нормально. Лозунг «С нами Аллах». И мы непобедимы. Мы не русские. Мы не русские. Мы не русские. Мы татары, башкирты. С нами Аллах. Вот так. Давайте вот так будем творить вот такие тематики. Если вы не хотите воевать. Давайте тогда просто делать революцию, как вот во Франции. Во Франции быстренько революция делается. Быстренько очень. Даже получается, значит, что те наши предки, которые из этой пидорасней русней, по приказу русней, прискакивали сюда, захватывать в 1812 году, гнали Наполеона французов,
и так далее. А тут получается нахуй такая поеботина получается, что вы не можете сейчас никакие марши делать. Раньше почему-то наши деды делали марши до Франции, а сейчас, получается, французы более сильнее, получается, наших. Французы могут делать марши любые. Вот, это нация французы. Я не включаю туда ни арабов, ни, как вы любите говорить, черноту. Просто французы выходят и говорят, нам это не нравится. Почему? Вы, получается, не можете вот так выйти. Карагалок. Вы боитесь посадки, как Алсынова? Понятно. Вот так, если вы выйдете там 5 штук, конечно, вас посадят. Если выходить все регионы сразу, для чего у вас есть Телеграм с Дуровым? Пишите туда, распространяйте, раздавайте листовки, сообщайте всем, что вы выходите на марш, как говорится, всех наций. Марш всех наций. Как вам такая идея? Было бы идеально. Кто тут пишет? Революционер. Ну да. А чё? Педрила Ленин тоже где-то тут шароёбился нахуй. Может, я тоже нахуй пошароёблюсь и приду вам нахуй, как говорится, разъебывать нахуй швабры, попочки ваши нахуй, лохматые. А кто его знает нахуй? Так что, мамкины нахуй, узкожопые нахуй, вас надо, блядь, нахуй, долбить нахуй, расширять ваше дупло, блядь. Понимаете? Налетели уже нахуй здесь, со своей России нахуй. Сила хуила нахуй. Сила ваша нахуй. Сила ваша уже нахуй кончается нахуй. Старичок ваш уже нахуй стареет, понимаете? Стареет. Уже все. Эликсир молодости решил создать. Эликсир молодости тоже нету нахуй. Вот так вот. И вот тут еще интересная новость, короче. В Екатеринбурге, получается, на КПП воинской части подорвали росгвардейцев. Заебись. Ну, само собой, этих росгвардейцев надо всех долбить, нахуй. Там, блядь, Эйнштейн, этот ебаный еврей, нахуй, сидит там, засел, педрила, нахуй. И тут еще такая новость, получается, рекорд установлен. 46-я бригада ДШВ ВСУ отразила российский штурм из 46 единиц бронетехники. Так что, как говорится, разъеб идет нормально. Так что вам еще до хрена, как говорится, придется бежать куда-нибудь, я не знаю куда, чтобы даже пятки будут сверкать. Вот так вот. Ладно, короче, мен аунаттым енді нәрселерге, башқұрт білән татарларға, что вылазить уже надо. Хватит уже сидеть там. Хватит. Что-то там высказался, вроде бы, я еще не успел просмотреть, Руслан Габасов тоже про этих нациков. Кстати, Руслан Габасов в свое время тоже вроде бы имел такие движения Башкир, там постоянно он говорит Башкир, Башкир. Ну, что-то я в детстве такие движения вообще даже не видел, когда он двигался. Что-то я не помню. Ну ладно, может двигались, не знаю. Но суть, как говорится, сейчас нужно, наверное, возобновить вот это движение Башкирт, движение татар. Где вы? Где вы? Что получается, Алсынов сел куштаем со своим, Габасов съебался. Я вообще не при делах нахуй был. Я, как говорится, новенький в этом деле. Ну вот теперь буду при делах. Поэтому как бы я буду напоминать вам, наверное, постоянно, пока вы не соберетесь, чтобы мы вышли, получается, маршами, так скажем, против Путлера. Надо ведь выходить, пока он живой, а потом, когда он сдохнет, будем уже что, на вольнятам выходить? На вольнята подъедут. Это тоже, как говорится, как говорится, не лучше от первого дерьма, блядь. Второе дерьмо то же самое. Вот, с навальнятами, что там произошло, нахуй? Волкова, получается, нахуй, заказал этот Ходорковский, что ли, получается? Тех двух долбоебов, нахуй, Ходорковский, получается, подозвал, что ли? Я так понял. Кого они ебанули в этот момент, что-то я не понял.
Так-то они так разговаривают нахуй в дожде, блядь, типа, ну мы не знаем, ну мы предполагаем, мы, типа, блядь, типа никто не знает, но они сами говорят об этом. Интересно, блядь, нахуй. У них логика странная, блядь. Допрашивают нахуй какого-то хуя, блядь, который под этим ходит Ходорковским. Он как бы, конечно, не будет говорить нахуй. Чё, блядь? Ну вот и все, как говорится, ваша хуева дивизия нахуй показала свои нахуй действия, так скажем, в деле. В деле показала свои действия ваши в том, что вы, получается, таким образом нахуй готовы нахуй перегрызть нахуй друг другу горло. Это этот русскоебы, которые, блядь, пытаются нахуй свергнуть Путина нахуй, а тут уже, блядь, нахуй нету нахуй еще, блядь, нахуй, сука, света в конце туннеля нахуй, они уже делят нахуй этот американский задроченный пирог нахуй. Что-то я не могу понять нахуй. Там же уже нахуй дохуя настругали уже нахуй, как говорится, хули его делить-то нахуй. Лашкамоны. Ой, поэтому, исходя от этого, получается, значит, все-таки тюремщик, как говорится, Ходорковский, получается, все-таки занимается хуевыми делами. Так получается. А сейчас, как бы, чтобы его авторитет нахуй не сломать, пытаются замять это. Вот так. Как, как получается, то же самое, нахуй, как на Зелю вешают там, типа взрыв нахуй этой северного потока, блядь. Кто взорвал? Типа Зели взорвал, заказал. А в итоге непонятно кто. Тут то же самое нахуй. Только уже в оригинале. Что конкретно уже, блядь, все бочки катятся на Ходорковского. Ходорковский заказал нахуй навальнистов. Охуенно. И получается, вся вот эта российская нахуй элита, так скажем, в кавычках нахуй, пытается нахуй просто, блядь, урвать нахуй кусочек нахуй рашки, пидорашки. Точнее, нахуй не то, что кусочек, а весь. А Башкортостан, блин, Татарстандан только повылазили вот этот Рафис Кашапов нахуй, Аида Габдрахманова или Абдрахманова и этот Руслан Габбасов. И пиздец, да? А где все-то? Где все, я не могу понять нахуй. Вы просто дальше живете, да, ведь вот как э, проживаете как бы свою жизнь просто так, нахуй там, нахуй нам это нужно, да, ведь? Нам же это не нужно, блядь, нам что, поживу, блядь, как говорится, от души, блядь, нахуй мне, блядь, это, вся тематика, да, это по революции, нахуй, по Башкортостану и Татарстану. Вот в такой логике вы пытаетесь даже пропускать, получается, эти узкие марши, блядь, по Питеру. Да, базара нет, мы могли бы нахуй не доебаться до этого узкого марша, блядь. Он проходит по сути нахуй хуй знает на какой-то земле, не на нашей. Ну а потом таки вот эти община ебучая, там, которая находится, вот это, та и есть община, блядь. Узкожопая община, потом, блядь, ходят нахуй, мы русские, нахуй, начинают орать нахуй по Уфе, по Казани. Исходя от этого, я считаю, что башкорт-татар должен конкретно понимать, что творится и вы что хотите добиться с этим. Вот так вот. Ладно. Сегодня я что-то там закидывал по всякие эти интересные моменты в телеге. Так, насчет... Минуточку. Я здесь. Еще самая такая тема. Это постоянно поднимает этот вопрос Руслан Айсен. Насчет... сейчас прочитаю. Ксенофобии и исламофобии. Получается, это узкожопая нахуй община нахуй. Постоянно, блядь,
наезжает, как говорится, на приезжих. Потому что доебаться не до чего, не до кого. И начинается вот это, блядь, нахуй, узкая, нахуй, националистическая тема. И это тоже, как говорится, щепетильный вопрос сейчас в России. Так, и как в тот день я говорил, все-таки насчет коррупции, нахуй, в этом, в РПЦ, блядь. И тут я охуел, блядь. Татарский, так скажем, разведчик пишет. Коррупция в РПЦ процветает с той же циничностью и наглостью, что в государственных структурах. Взгляните на случай иерея Владимира Зайцева, бывшего секретаря Чистопольской епархии. Это в Татарстане происходит все. Инвалид третьей группы, недавно перенесший сложнейшую операцию, отец двоих детей. Все это не остановило епископа Чистопольского Нижнекамского Пахомия Брускова от того, чтобы отправить его в запрет. Причина. Владимир Зайцев больше не мог выполнять главное требование архиерея регулярно приносить ему конверты с деньгами. Понимаете, как дует? Татарстана, получается, мусульманскую, получается, республику доят нахуй вот такие всякие, блядь, Зайцевы нахуй, Хуяйцевы нахуй. И вот так вот РПЦшная нахуй хуета. А, еще где-то что-то, блядь, в новостях, что ли, где-то увидел, да. Этому мудаку нахуй, блядь, попу ебаному всей Руси, блядь, нахуй. Что-то поплохело сегодня, нахуй, вроде бы. Так сообщает новости. И вот, как я говорил, насчет еще одной тематики. Тут вот как раз-таки, как я говорил, я против, как говорится, всякой нахуй секты, всякой поеботины. И тут как раз-таки, тут пишет, получается, этот татарский разведчик пишет про салафитов. Салафиты, получается, в России, они как преследуются по уголовным статьям, оказывается, а в Украине во время очередного ракетного удара по Киеву 2 сентября российские ракеты повредили здание Исламского культурного центра Автономной Республики Крым, в котором находится мечеть, где молятся мусульмане-салафиты, включая крымских татар. В Украине же, несмотря на войну, они могут легально организовывать свои мечети, культурные центры и фонды. Этот случай вновь поднимает неудобные для нас вопросы, почему в России салафитов давно пересажали или уничтожили, а в фашистской Украине, так скажем, по мнению узкоебных, они спокойно существуют и развиваются. Почему мы не видим рейдов украинских ментов по мечетям, где они обутыми бегают по молитвенным помещениям? И самое главное, почему Россия наносит удары по таким центрам? Война против мусульман в России приобрела формы, которые не только не оставляют места для религиозной свободы, но и показывают, что Москва не желает допускать никакой независимой мусульманской активности даже за пределами своих границ. Понимаете, вот как раз таки к той же тематике, что русские марши и нацизм. Охуенно, да, получается? Охуенно. И дальше. Насчет, ну, как бы, хотелось бы еще комментарии почитать ваши. Что-то тут до хрена стало. Не успеешь потом ответить всем. Попытаюсь прочитать ваши комментарии. Так. Так, что, давайте сейчас, я сейчас что-то... Туганлар. Тут набежали боты. Так, Данкшон. Битшон. Так, какой марш? Давно пора парад тюрков делать. Да, потому что технология все у нас, да, а вы, как мексиканцы в Америке, второй сорт. Русский твой хозяин, хватит скулить и иди на войну за своего сюзерена.
Что за хуй, блядь? Так, сори, история так сложилась. Куяллах. Че я? Стафирлах. Ублюдок, что так спрятался? Показываешь лицо. Глаза. Так. Так, поклонник. Так, это... Ты не понимаешь, о чем говоришь? Сам откуда? Судя по нику с Башкортостана. Ну, вроде я сегодня тему даже нашел, куда написать. Тему написал вроде бы. Ну, типа, навидаются, ему бы офнуть стрим по-хорошему, а то будет записывать извинения. Так, боты курские поют «Батько наш, Бандера, Украина, мать». Какая сила вы изгои мира. Боишься показать свою... Еленка, хочешь, как говорится, приезжай. Члены я тебе покажу свой. А чё, как говорится, рожу-то мою. Член тебе нужен, нахуй. Хороший, блядь. Башкортостанский. Так, работаю за серебряники благодаря дяде Вову, что тебя не мобилизовали, как ТЦК в соседней стране. Ты думаешь, в Германии сейчас спокойно и есть уверенность завтра же мне? Или в Австралии? Так, чё? Эрдоган загнал ятаган Путлеру сзади ниже пояса. Так, кто все? Ответь на комменты. Вот же я читаю сейчас. Пиздец тут набросали. Так, и Рэмбо тоже помог. Пытаюсь вот читать. Никакого конструктива. Тебе позвонит, ты ж не вывезешь. Чего не вывезу? Не по этому пункту. Какой этаж? Прыгни. Нулевой стрим. Незламно. Понимаете, что это? Незламно. Что за незламно? Домой в болото заползали и квакайте дальше с плешивым. О чем стрим? Ну, я сегодня написал даже стрим о чем. Про узкожопых, как обычно. У меня ничего не меняется. Сегодня именно, блядь, про эту ебатню, который, блядь. Так, Алга Башкортостан, Алга, так. Украина незламна. Что такое незламна? Ё-моё, что за языки, блин. Так. Так, мен аңламаймсызны. Мында. Так, сейчас, давайте. Второй. Интересно вот этот момент, короче. Как этот... вот эти боты-то видят то, что я выхожу на стрим. Вот этот момент интересный. Я же как бы не блогер вам. Не въебенный, блядь. Так. Талга Башкорт. Привет, хорошего вечера. Салям. Хорошей ночи. Буэнос ночи. Так. Ты откуда, брат? Крым, Россия. Блядь. Да разве Пул там сидит? Ну, найдем. Выкуривать будем этого черта, нахуй, блядь. Так, первоочередно это МПЗ и военные объекты, поскольку не так много дают. На что не так много дают, я не понял. На чем немного дают? Блядь. Типа, боеприпасов мало? Фюрер сидит где-то в бункере. Православный, ага, православный нацизм. Нет, это именно нахуй узкожопый нацизм, блядь. Потому что
славяне нормальные. Такой хуйней, как этот Путин, пидорас, не занимается, нахуй. Загнал, блядь, нахуй, этот, свой народ, нахуй, в лапти аляуддинский, нахуй, полигон, блядь. Так что вот так вот. Так, ладно, почитаю, а то этот до хрена станет. Так, Оля. Да хорошо рассуждать, не находясь там, вы не понимаете, что с каждой эскалацией все жестче и жестче. Я с Адыгеей. Ага. Единое СВО. Прав на все 100. Украинцы сделали революцию, и что у них сейчас? Ты желаешь татарам и башкирам то же самое? Тебе все равно на эти народы. Не то что татарам, я и чеченцам, и Дагестан, бурятам, всем. Всем встать на революцию, на смертный бой. Не сидеть нахуй там, язык в жопе нахуй. Встали нахуй, пошли Путина ёбнули нахуй. И вернулись нахуй, и будет независимость. А мы, как говорится, первые пойдем с вами. Живешь где? На этаже. Ты тоже не будешь участвовать в этом подстрекателе дешевый. Архаровец. Вот ты вот архаровец конкретно не будешь. Чё за нахуй у тебя фотка там? Сука, Сталин какой-то ебаный. Так, диванный критик. Не ругайся. Ты только, как говорится, шляпа провокатор, участвовать ты будешь обиженка. Неприлично или на куда подальше. Еб твою мать. Так, сука. Пишут, хуй поймешь, блядь. Узкожопые, вы хотя бы свой язык пишите, блядь, нахуй, без ошибок, суки. Заебался читать ваши каракули. Так. Русские не хотят отпускать основные страны. Ну. Присосались, как клещи ебучие, нахуй. Голодные, нахуй. Потому что в лаптях они пришли, сука, и увидели тут, нахуй. Все, нахуй. Как мы хорошо жили. Сука, и вот решили отжать. И, конечно, не хотят отпускать. Кайфовать они хотят, нахуй. Маймул дешевый. В Россию нужно Сталин, который всех поставит на место. Да ну нахуй, Сталин нам тоже не нужен. Нахуй он сдался. Еблан, блядь, тоже был один. Усатый пидорюга, нахуй. Так. Окей, передадим твой канал. Да, передай. Распространи, пожалуйста, мой канал, блядь. Сделай нахуй услугу, нахуй. Курьерскую, блядь. Да, Башкортостан должен быть свободным. Алга, Башкортостан, Татарстан. Танюша, чё с себя не показываешь? А чё, ты свободная, что ли? Ну, приезжай, если ты свободная, нахуй. Я тоже холостой. Ну, Сталина, так выкопай его. Сука, вот именно. Сталин же вроде бы нахуй там в Кремле. Идите, ищите нахуй. Останки нахуй. Сука, блядь. Нам, как говорится, все нахуй то, что в Кремле были там, хоть он грузин там, похую, хоть там, блядь, нахуй, жопа резин, блядь. Хоть кто нахуй. Главное, что вот находится в Кремле, эти шайтаны нахуй, как этот говорит нахуй, Кадыров, блядь. Шайтаны, блядь, нахуй. Вот эти шайтаны вместе с Кадыровым, нахуй, пусть пиздуют, нахуй, как говорится, куда подальше. Покажи себя, революционер.
Сосу, приезжай на СВО, там уже грызунов загнулись, и ты зажмуришься. Так, ца-ца-ца-ца. Что ты будешь значить без России? Ой, блядь. Пиздец. Началось нахуй. Реально нахуй. Боты нахуй подсели, блядь. Чё будем делать нахуй? А чё мы делали нахуй без вас, блядь? Всю жизнь нахуй. Орда была. Орда вас нахуй 300 лет гнула нахуй. Вы что-то нахуй перебор нахуй. 500 лет уже решили гнуть наших предков. И в том числе нас. Поэтому мы, как говорится, сейчас будем отрываться. Вот еще чуть-чуть. Народ проснется, и мы будем вас нахуй гнуть нахуй. Как говорится. Всех мусульманами сделаем, пидорасов, блядь, нахуй. Все будете, как говорится, молиться. Все церквушки нахуй уничтожим, блядь. Пидорасы, блядь. Ходят они нахуй по церкви в обуви, блядь. Точнее, блядь, по мечети. Так. Все без Руись загнутся, ну. Не все, но это прислуга, то если точно без нее никто. И Украина не вывозит. Украина вывезет. Это ты не вывез нахуй со своим Сталином нахуй. Ебанули нахуй тут. Коммунизм, блядь. Ты ответь, о чем стрим. Стрим нахуй. О том, что, блядь, нахуй. Русские нахуй решили нахуй тут, блядь, нахуй русский марш устроить. Узкожопый марш. Вот про это. Кто-то стучит, что ты вышел в эфир. Мне много людского мало. А здесь... Вот так, вот так. Нефтяная прислуга. Так, так. Инна, наверное, с Украины вызывает Россию. Я из Татарстана. Алга, Татарстан. Архаровец, Ника отвечает тебе, вывозит Украина. Надеюсь, вывезет, а вы по карачка в очереди стоять будете, как в 90-е. Не то слово нахуй. Не, они в кандалах будут. Я же говорил в вчерашнем стриме. В кандалы нахуй и в этот, блядь. Магадан. Магадан. Запорошенный край, блядь, нахуй. Вот в этом запорошенном краю, нахуй, будете, нахуй, за свои, нахуй, окорочка, нахуй, держаться. Лучше обсудить атаку дронами на мирных людей со стороны Украины. А каких нахуй? Какую сторону? Мирные нахуй, не мирные нахуй. Сейчас в России нахуй мирных людей нету нахуй. Ебашить надо всех. Так что нахуй вот я лично нахуй за то, чтобы нахуй Башкортостан на Татарстан ебанули нахуй. Так, чтоб нахуй, блядь, народ встал, блядь. Так нахуй ебанули, что, блядь, нахуй они охуели там нахуй, блядь. Все нахуй, блядь, вот эти таунхаузы, хуяусы нахуй в Татарстане, блядь. Все дома нахуй богатых нахуй, все, блядь, разъебать нахуй. Депутатские дома нахуй. Тачки нахуй, все расхуярить надо, все. Все надо разъебать нахуй. Если вы не можете нахуй выйти на русские марши, тогда нахуй выходите на партизанские марши нахуй. Каждый день нахуй ликвидируйте нахуй
один дом, другой дом нахуй. Всех нахуй. Ебашьте нахуй, депутатские нахуй. Все, можно и с ними вместе нахуй. Взрывайте вместе с ними нахуй, с домом вместе сразу. Ебашьте всех нахуй. Татар, башкирт, разницы нету нахуй. Ебашьте всех нахуй. Кто, блять, нахуй в этой ебучей нахуй игре играет с Путиным нахуй, всех хуярьте нахуй. Всех, блять, поголовно, блять. И начиная с Минниханова, Хабирова нахуй, ебаните всех нахуй. Нахуй они нам нужны. Все равно нахуй мы менять будем их, блять. Все равно там будет нахуй наши люди. Вот и все. А наши люди это наш народ, блин. Холок, как говорится, будет. Вот и все. Холок будет выбирать и президента, и всех башлыкларны, бөтенесен холок выбирать эти. Нашулай. Когда Всевышний давал мозги, узкие стояли за геморроем. Ну да, точно. Они точно. С евреями вместе нахуй. Яхуды тоже вместе с ними нахуй. Сука, плясали нахуй там. Я из Татарстана, там, кстати, еще красивее стало перед Бриксом. Ну вот, надо ебануть там. Где красиво в Татарстане и в Башкортостане, надо все ебашить нахуй. Поэтому я говорю, башкир, татарга нахуй. Если вы не можете дронить уже конца до концов, захватите нахуй Алабугу нахуй. Эти шахиды ебучие нахуй, этот завод нахуй. Ебаните его нахуй полностью. Не хотите дронить? Ебаните его нахуй тогда. Пусть никто не создает дроны. Плюс еще один вопрос там возник, блядь. Где-то я увидел. Что-то нахуй Башкортостан нахуй завозить начали этих иранцев нахуй. Какой-то, блядь, поп их не шиитский нахуй приперся. Что за хуйня там творится? Ёбы дались уже нахуй в Башкортостане. И в Татарстане, наверное, тоже. Что за хрень, блядь, происходит у вас там? Получается, что, скоро нахуй у нас, блядь, война будет с суннитами, шиитами, нахуй? Вы этого еще хотите там создать, нахуй? Военные действия, нахуй, против узких, блядь, не можем, нахуй, начать, блядь. Теперь, может, блядь, против Ирана мы пойдем еще? Как вы думаете? Блядь, я не знаю, блядь. Кто, блядь, нахуй, набеги армян, нахуй, в Башкортостане, нахуй, Хабиров притащил? То, блядь, теперь шииты, нахуй. Чё за нахуй Башкортостане? До такой степени, нахуй, башкортлар чмошные стали, что ли? Сізді қоясың нахуй, сізді, блядь, ирлерегіз, блядь, нем бәттәгілер, нахуй. Коя нахуй. Потом меня сулисыз, нахуй. Хуль ты там, блядь, за кордоном что-то говоришь, нахуй. Да, я за кордоном, базара нет, нахуй. А где, нахуй? Там говорить мне, нахуй? Вы же сами, нахуй, меня, нахуй, заткнете. Вы сами же, нахуй, манкурты ебучие. Поэтому, исходя от этого, нахуй, каждому, нахуй, нормальному башкирка и татарга там, блядь, шығыңыз нахуй. Шығыңыз, блядь, нахуй, шу Башкортостаннан ем бәттәгілер, нахуй. Қашып кетмей Башкортостан, никуда. Шығыңыз, давайте договоримся и потом зайдем и разъебем все там. Нет, нахуй, никто не вылазит, блядь. А зато, блядь, по своим, нахуй, зомбоканалам, наверное, смотрели сегодня. Было, получается, нахуй, в Питере, нахуй, нашествие, нахуй, этих пидорасов, нахуй, узкожопых нацистов. И это, наверное, везде, нахуй, сегодня было. Если мы даже, блядь, смотрим, нахуй, по дождю, блядь. Поэтому я считаю, что мы все, получается, в одной огромной заднице, нахуй. Вся, получается, региональная, нахуй, зависимость наша, блядь, получается, от Москвы, это уже, нахуй, предел должен быть, блядь. Предел, нахуй. Поэтому, нахуй, я считаю, блядь, если мы не будем, нахуй, какие-то действия делать, нахуй, или диверсии, нахуй, или что-то, нахуй, мы никогда не начнем, блядь. Нам надо конкретно начинать, блядь, это дело. Итак, дальше. Тут что-то я откопытил. Также татарский разведчик, откуда он тоже копытит, и я от него тоже скопытил. Короче. Вот, что он пишет.
Какие времена, какие достижения. Когда-то Татарстан имел прямые связи с США, Канадой, Германией, Турцией и многими другими успешными странами мира. Президенты и премьеры встречались, делегации летали, строились мосты развитым миром. А теперь руководство Татарстана с гордостью принимает поздравления от министра промышленности и торговли Афганистана. Да-да, именно того Афганистана, который сейчас живет под управлением Талибана. Э, Позади те времена, когда Татарстан мог похвастаться и визитами президента Венгрии или встречами с лидерами ООН. Сегодня же главным достижением республики рейс, да, рейс Татарстанда. Ой, блядь. Ладно, блядь, нахуй. Нәрсәкәй түгел. Раб дип үзен куймаган, блядь. Рейс дип куйган инде. Ну, ярар инде, ярар. Кол дип куйырга инем бәттәге, нахуй. Кол, блядь, маңгаена язып куйырга. Так, сегодня же главным достижением республики стал прямой рейс Казань-Кабул. Ой, блядь, прямой рейс, блядь. Прямой рейс, нахуй, блядь. Вот как раз таки, нахуй, которые орут на нас, блядь. Террорист, нацист, нахуй. Вот прямо чком вам, блядь, с Афганистана будут сейчас приезжать террористы, нахуй. И трахать ваших женщин, нахуй. Узкожопых татар и башкортов. Так, дальше. А они, афганцы, знаю, голодные, пиздец. Они еще любят, нахуй, мальчиков. Мальчиков, маленьких мальчиков они любят драть, нахуй, в задницу. И, как говорится, девочек тоже. Вот так вот. Так что готовьтесь нахуй, блядь, нахуй, что скоро нахуй у вас девочки начнут нахуй не с 9 нахуй, а, блядь, с 5 нахуй лет рожать начнут нахуй, потому что едут к вам афганцы, блядь, голодные. Так, позади те времена там, Талибан становится все ближе. О, блядь, ближе становится, нихуя. И руководство Татарстана, похоже, не может нарадоваться этой дипломатической победе. Нихуя себе нахуй. Пиздец нахуй. Кто-то скажет, что Татарстан наконец-то занял принципиальную позицию поддержки мусульманских братьев. Нихуя. Но не стоит обольщаться. Те же самые элиты, которые сейчас с такой гордостью принимают поздравления от афганцев, с таким же рвением продвигают интересы шиитского Ирана. О, как раз я об этом и говорил. Вот оно где оказывается. В республике по указке московитов. Так что не стоит видеть в этом жесте никакой особой солидарности и с исламским миром. Это просто очередная игра на международной шахматной доске где-то, где Татарстан давно уже не делает своих ходов. Вот именно пешки, 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 нахуй. Как этот хуеплет, нахуй, еще где-то я видел сегодня. Блять, нахуй. Бля, как его звали, блять? Сайфулин этот, блять, нахуй. Или Софиулин, нахуй. Этот, блядь, имам Казани, блядь. Бля, как его звали, нахуй. Ну, этот, долбень, блядь, нахуй. Мотоцикл Урал или чё, нахуй, подарил, нахуй, татарам, блядь, на войну. Пиздец, нахуй, блядь, нахуй. Пиздец, нахуй. Мечеть подарил мотоцикл, нахуй, блядь, на войну, блядь. Ну, где такое видано? До такой степени манкурты, блядь. И вот это, блядь, басота, нахуй, блядь, гандоны, нахуй, нам, блядь, учат про ислам, где должно быть все ради Аллаха, а получается, ёптагадынский. Пипец, да? Получается, нахуй, в Татарстане, Башкортостане, все, конец, нахуй. Конец, нахуй, мусульманству. Поэтому мы должны срочно, нахуй, подняться и зачистить, нахуй, вот таких всех пидорасов, тагутов, нахуй, и манкуртов. И всякую вот эту шушуру, которая, нахуй, десна целуется с этим узкожопым, нахуй, миром. Дальше. РПЦ собрала с храмов Татарстана почти миллиард рублей за первые 8 месяцев 24 года. Миллиард, нахуй, РПЦ, нахуй, собрал, блядь. Миллиард, блядь. А пенсии тоже где-то читал, оказывается, в Татарстане 20 тысяч, оказывается, пенсии. Нихуя себе, нахуй, подорожание, блядь. Давайте взглянем на финансовые потоки одной лишь казанской епархии. Епархии, блядь, нахуй. РПЦ за первые 8 месяцев 24 года. Например, подворье ПРП Сергия Радонежского, блядь, нахуй. Гандонецкого, блядь, нахуй. 767 тысяч гандонских рублей, нахуй, содрали. В январе они начали
67 тысяч, а в августе набрали темп 97 тысяч. Подворье святителей московских стартовало с 25 тысяч. В итоге собрала 173, итог 773. Самый крупный сбор у прихода в МЦ Пороскевы Пятницы. Более 1,5 миллиона рублей. Пиздец нахуй. В итоге, короче говоря, это гандоны, на самом деле, значит, получается, так и есть, блядь. Они, получается, на этих, блядь, крутых машинах ездят, дома крутые, нахуй, у этих попов, блядь. Я теперь понимаю. В Москве то же самое было, нахуй. И этот хуеплета, нахуй, все говорили, нахуй, в одном мечеть, говорю, вот этом, в одном, в этом, сука, церквушке, нахуй, блядь, поп, нахуй, ездил, нахуй, хуй знает, на последней модели, нахуй, какой-то иномарки, блядь. Откуда он, нахуй, нашкреб, блядь, нахуй? На свечках, что ли, нахуй? Свечки держал, нахуй? Вот так вот. Поэтому, исходя от этого, нахуй, ихняя, как скажем, вера, нахуй, это полное богохульство, нахуй, лицемерное, нахуй. И тут еще одну вещь откуда-то. Яңалық Татарстанға. Какой-то Зинур Мансуров, один из немногих представителей татарской интеллигенции, э, который понимает, с народом творится что-то неладное. Так. Он открыто говорит о том, что за песнями, плясками и видимым процветанием скрывается реальная угроза вырождения нации. Вырождение. Это как можно понимать? Вырождение. Ну, короче, пиздец нации, да? Национальные СМИ вместо обсуждения насущных проблем сосредоточен на развлечениях, а татарский народ, по сути, убаюкан этим информационным шумом. Пиздец. Йоклатканнар бит сезне. Менә инде таптык. Ау! Йокыдан торыгыз инде, балакайларым. Җитте инде йоклап ятарга. Инең бәттәгеләре. Сукалар. Торыгыз нахуй. Мансуров разделяет татарскую элиту на два лагеря. Те, кто предпочитает не замечать, во-во-во, мен шуны айтам бит инде. Шул сколько долблю, шул не замечать иткәннәр бар бит нахуй. Не замечать итәләр алар. Олар не замечают вообще. Они пытаются нахуй жить нахуй оторванных нахуй от мира людей, блядь. Что Москва методично стирает татарскую идентичность. И те, кто боится это озвучить. Ну да. Вы же боитесь озвучить об этом. А мана мен куркмайм нахуй. Шунарга килегиз мана минең кырга нахуй. Бергә будем озвучивать это. Туганлар. В кавычках. Так. Он сам пока осторожен в своих высказываниях, но ясно понимает, мы движемся к катастрофе. Катастрофа бит инде уже, блять, нахуй, да хуя бара, 500 ел катастрофа. На фоне песен и танцев реальная борьба за татарскую культуру и язык теряется, а вопрос о национальном будущем откладывается на потом, которого может и не быть. Ну, допустим, бетон нахуй артист нахуй, башкорты да татары да нахуй. Возьмем этого же ебучего Элвина Грея нахуй, урыс телендә җырлый. Как бы просто нахуй начал вроде, блядь, татарча, башкирча нахуй, и хуяк урыс телендә тага башлады, заебись, займе. В итоге получается нахуй, у него сыр-бор нахуй. Натуральный пиздалист, блядь. Который нахуй еще вякал нахуй против Алсынова, гнида ебучая. У нас песен и плясок и так, слава богу. Сабанто тоже проводим. И на мировом уровне тоже. Эти концерты вечеров хоть отбавляй. Невольно вспоминается пророческое произведение Гаяза Исхаки о вырождении через 200 лет. Как бы ни оказалось, что мы с песнями и плясками движемся к своему вырождению, не замечая его или притворяясь, что не замечаем, будто песни и развлечения заслонили собой реальную картину. Шуне, само собой нахуй. Блять,
танцует анда, блядь, бір башқұрт хатынмы, татар хатынмы, Башқұртстанда арақаны башына қойған да танцует, нахуй. Бас қызыңа пип, сен басмасаң, мен басам, блядь, нахуй. Китеріп, нахуй, рюмканы да басам, нахуй, башыңа, да? И вот, такая тематика. Дальше. Зарплаты и пенсии учителей. Это настоящий приговор для всей системы образования, когда средняя пенсия педагога едва достигает 20 700, оказывается. 190-200 долларов, а минимальная 11 200. О каком будущем школы можно говорить? Такие суммы не только унижают труд учителей, но и делают профессию крайне непопулярной. Молодые специалисты не стремятся в школу, а опытные педагоги вынуждены выживать на копейки. В 2024 году 678 татарстанских учителей досрочно получили страховые пенсии по старости. Но с такими выплатами возникает другой вопрос. Кто будет учить наших детей дальше? Система образования грозит кадровый голод. Пиздос нахуй. Если пенсии остаются на таком уровне, школы могут просто опустить. Трудно ожидать высокого уровня преподавания и сохранения качества образования, когда педагог, посвящающий жизни по воспитанию нового поколения, получает за это минимальные деревянные. В итоге, кутак майга бутак получается. Это все изменить, наверное, наши родители, наверное, да, должны, да? Сейчас, может, давайте будем выгонять стариков тогда, бороться этим. А молодежь пусть нахуй ждет, нахуй, да, это море погоды. Получается, вот, мына, представили, мына, татар белән башкортка айтам, мына. Онда безне әнкәйләр, әткәйләр, допустим, әйме, кемдә тере, кемдә юк. В итоге, алар карап торалар сезгә, әйме. Без нәрсә кулыбыздан килер икән дип. Алар эшләмәгән эшне бит инде без эшләргә тиеш. Кем аны эшләргә тиеш? Менә шуны миңа әйтегез. Сез нәрсә, блядь, нахуй, әтәгез эшләмәгән, мин дә эшләмим дип утырсагыз, нахуй, эш түгел, нахуй. Мине дә әтәм эшләмәгән. Нәрсәки, бабаларым да может эшләмәгәндер, беркем. Картатайларым да бер нәрсә эшләмәгәндер. Но картатайларым точно эшләгән. 41-45-кә барган да инде. Сугышка барган. Без өчен. Үзләре өчен, без өчен. Алар үлсә, без булмасыйк. Менә монда мен утырып сезгә сөйләмәсем, алар булмаса. Тире. Сугыштан бит кайтканнар, Аллага шөкер. Шунарга сезгә тагын кайтарып әйтәм. Үзегезне, менә киләчәк балагыз өчен көрәшергә кирәк. Сез если күтегезне күтәрмәсәгез, нәрсә? Тогда получается, в бой идут старики, что ли? Как из того фильма, что ли? Так будет, что ли? В бой пойдут наши отцы, а мы будем сидеть нахуй в стороночке? Где такое видно, блядь? Поэтому давайте утыздан, мен даже утыздан әзін әйтмеймін да, утыздан 50-ге хәтле мужиклар басырга тиеш. Мына шу 30-дан 50-ге хәтле мужиклар бардыр бит. На раз, два, три. Рассчитайтесь и вылазьте уже нахуй. Хватит уже нахуй дома отсиживаться. Украинга сугышка бармагыз нахуй. А мына Москвага каршы давайте будем, как говорится, возникать. Собираться. Так, давайте дальше почитаем комменты. Афганцами пугают узкие, не понимают, что они сунниты, ханафиты, как тюрки. Нет, от афганцев, по сути, я и не боюсь. Я просто, как говорится, в суть уж засунул тому, что тут афганцы, дружба с афганцами, это нормально. Мы к афганцам еще, может, и вернемся. И тут еще шииты, вот в таком виде, да, ну, как говорится, пытаясь подъебать нахуй, что, блядь, в Татарстане, также и в Башкортостане, что, блядь, нахуй, вот этот весь геморрой, нахуй, создан, блядь, с этим узкожопами, нахуй. Мы не можем, нахуй, блядь,
свободно дружить нахуй. Я говорю нахуй, всем миром надо дружить. Не нахуй, который по указке Кремля, и там шиитами или с афганцами надо дружить нам. Или нахуй с Китаем надо дружить нахуй. Может я хочу с японцами дружить нахуй. Может я хочу нахуй дружить с американцами нахуй. Вот в чем проблема, блядь. Мы нахуй под каблуком нахуй. Вот этот каблук надо разъебать нахуй. Заебал уже. Потому что большой башкир, спасите его, сдайте в психушку. Так, я серьезно питаю Башкортостан бомблять. Бомблять? Так, я серьезно питаю Башкортостан бомблять. Инанисигим нахуй. Что за сука, блядь? Что за русский язык у вас? Ёб твою мать, нахуй. Что за нахуй пидоросня пишет здесь нахуй? Вы определитесь уже нахуй. Пишите ли на русском нахуй? Заебали нахуй. Потому что у нас этот узкоёбный язык нахуй для всех нахуй. Почему-то в данный момент, блядь. Потому что нахуй мы забыли свой язык нахуй. Поэтому пользуемся этим узкоёбным языком. Всенародным нахуй. Кончита Вурст, блядь, нахуй. Так. Так. Да, Татьяна, иди похмелись в натуре. Не похмелись нахуй, вытащи нахуй член из задницы нахуй. Пишешь тут нахуй. Слава Украине, да. Победа за Украину. Да, выкуривать будем чертаж шедеврально. Ну да, а чё? Выкуривать само собой нахуй. По-другому никак. Я знаю там все, блядь, нахуй. Я же постоянно говорю нахуй. Москву нахуй как 5 пальцев знаю нахуй. Пидорасов нахуй, сука. В метро нахуй. Вот реально, если в метро спуститься нахуй, да, блядь, по нему проехаться нахуй, блядь, да хуя чего можно найти нахуй. Да хуя, блядь, нахуй. Там хуево тучи нахуй, бункеры, блядь, нахуй. Это то, что, блядь, там в Палестине палестинцы строят бункеры, это хуйня. Вот там-то, в этом, блядь, сука, нахуй, подмосковные, нахуй, вечера, блядь. Вот там-то бункеров хватает, блядь. Хватает там бункеров. Там хз, блядь, как дальше жить, нахуй, будешь говорить. Куда пойти, куда податься, нахуй. И лично, блядь, я там слышал, нахуй, что, блядь, бункер, нахуй, выводят, нахуй, в Подмосковье, нахуй. Точнее, блядь, метро выводят до Подмосковья, нахуй. Эм, ну, во все щели они выводят, всяко в разные места, но мне говорили, выводят, нахуй, в сторону как раз-таки Калужского шоссе, в сторону Калужки, нахуй, и там, блядь, между теплым станом и э, этим Бутово, нахуй, есть там лесок такой, нахуй. Я один раз туда, нахуй, блядь, на машине заехал, мне чуть пиздюлей там не дали, нахуй. Там, вот там-то и вот эта вся какая-то шушера там и кроется, нахуй. В итоге, короче, там лес, нахуй. Туда один только КПП, через КПП заходишь, набиваешь, блядь, карту Яндекса, нахуй, нихуя не увидишь, нахуй, нихуя нету. Там есть какие-то постройки, вот как-то видно оно как-то, вот, ну, ты понимаешь, что есть что-то там, но нихуя не видно на карте, его нет на карте. В итоге, короче, это вот реально вот такие места, нахуй, это и есть вот эти пидоросня, нахуй, их не, блядь, дома там, наверное, всякие, блядь, ну вот что-то в этом роде. А туда идет, нахуй, вот такой вот заход, блядь. По МКАДу, нахуй, можно туда заехать. И, само собой, всяко туда и метро идет, нахуй. Такой, ну, другая линия метро. Вот так вот. Да хуя таких мест, блядь. Как и до хаты Сталина, нахуй, метро, само собой, есть. И оно тоже, наверное, уж используется у них. О чем ведем диалог? Диалог о том, что, блядь, надо крыть, нахуй, узкожопых всех. Чтоб, блядь, Путина, нахуй, найти.
Да, россияне, передайте земле тело Ленина, антихристы. Натуре нахуй. Они эти, блядь, нахуй. Как это, до такой степени нахуй. Изгаляторы нахуй, они, блядь, над трупами любят издеваться нахуй. Ну вот, как гондоны нахуй. Недавно же на 6 нахуй чью-то голову отрезали нахуй. Потом говорят, мы не такие, блядь, нахуй. А когда, блядь, где-то мусульмане или кто-нибудь так псевдо, и это тоже, это сектанты какие-то нахуй, кому-то голову отрубят нахуй и говорят, вот, мусульмане режут голову нахуй. А сами-то, сука, от чего ничем не отличаетесь, пидорасы, блядь. Какой-то древний нахуй век, блядь, у вас, блядь. Голову отрубать нахуй. Чё за хуйня, блядь? Сука, блядь, недоразвитые пидорасы, блядь. Чё вам не учили нахуй, что, блядь, тело нахуй человека нельзя нахуй, блядь, этот резать там или что-то в этом роде нахуй. Издеваться нахуй. Суки, блядь. Вот так вот. Нихуя их не учили. Потому что, блядь, нахуй нацисты. Да, Баба Яга, забирайте своих сволочей. Ты, получается, простой провокатор, Ника. Это ты вот провокатор, нахуй. Так, правильно, ненавидим мы. Ненавидим, нахуй, узкожопых, нахуй, всех пидорасов, блядь. Салям. Рахмет, красавчик, все по делу. Рахмат. Олга. Башкортостан, Олга, Татарстан. Так. Да, только не тормози. Вот именно. Айдар Гиниатуллин. Блять, опять какой-то манкурт вылез. Нет плохих наций. Вот ты уже нахуй, блять, позор нации нахуй. Тоже мне, блядь. Нашел, блядь, писать. Ты сюда узбеков не причисляй. А где узбеки? Питай Башкортостан, блядь. Не каблук, а лапти раздолбать. Да. Да ты с себя начни меняться, а не с русских. Нам надо сохранять свою идентичность, а не ныть. Ой, блядь! Уинянг беттеген нахуй. Сука, Айдар, блядь. Бор нахуй мындан. Сыгылып кот нахуй мындан. Тойнянг беттеген нахуй мындан. Так. Кстати, заявление вчера на тебя написал по нескольким статьям. И это не по-мусульмански. Название стрима узбеки. Это не по-мусульмански. Название стрима узбеки. А в начале стрима узбеки. А дальше это есть еще моя, этот название моей этой группы в Ютубе. Точнее, или как это, блядь, канала, блядь. Там дальше, читай дальше. Что написано там? Узбек, башкир, татар. Так же, наверное, вроде написано. Как я помню, блин. Шулай. Так что не сы Маша, блядь, нахуй. Все равно ты будешь наша, так. Ты не в Питере находишься?
Бля, я есть в Питере находился бы, блядь, разъебал бы этих, блядь, пидорасов, нахуй, нацистов ваших ебучих, нахуй, в Питере, нахуй. Нахуй мне этот Питер нужен, блядь. Бывал я там пару раз, нахуй. Такой чмошный город, ёб твою мать. Это просто кошмар, нахуй. Это, бля, я ебал такой город, нахуй. Я ебал, этот Петр, нахуй, гандон, блядь, его создал хуй знает на чем, блядь, нахуй. На дерьме, нахуй, построил этот город, нахуй. Не хватает ему, нахуй, земли, блядь, гандон, блядь. Я хуею просто. Так, из костей собраны. Так, еду в Магадан. To'xtama bavrim, seniki durust. Olg'a rahmat. Народ лег, прикинулся овцой и стадо отправится на убой. Не то, что, блядь, стадо, там уже, блядь, нахуй. Как кто-то, блядь... Трамп орал же, блядь. Трамп ебланоид орал, блядь, что вам врут, там фейк, нахуй, а там миллионами полегли на Украине. Надо остановить войну. Сука, блядь, нахуй. Трамплин, нахуй, блядь. Хочет, нахуй, блядь, как говорится, и Машку съесть, нахуй, и нахуй съесть, блядь. Что-то в этом роде, блядь. Понимаете? Так что тяжелый момент, блядь. Мистер Макиавелли, ты про нас, про Россию всю целиком? Мы потом с Кавказа придем и за наш дом в рот дадим. Кому дашь в рот? Узкожопом, нахуй? Молодцом будешь. Ебите узких, нахуй. Разрешаю. Молодцы. Так. Башқұртша. Башқұртша білмеймін, шо татарша ғана білем. Что за беспредел, где беспредел? Да, так написано, ха-ха. Ты что несешь? Один раз был, и такие выводы, брат. Иди в ауле, ишака. Сношай протоплазма. Покажи себя. Пиздец, нахуй. Пишите по делу, Дуслар, нахуй. Какую тему обсудить там? Как говорится. Готов, нахуй, блядь, зачмырить, нахуй. За коммент, нахуй. Любого узкозадого, нахуй. Так. Татары, башкиров не надо. Гульнара Рафикова. Опачки. Че там? С Кавказом мы вместе пойдем, нахуй, в рот давать, нахуй, москалятам, нахуй. Так что, нахуй, готовьте, нахуй. Точите свои члены, нахуй. Будем, нахуй, в рот давать девчонкам. Вот так. Московским чикам, нахуй. Не знаю, чем закончится, но перенос войны на территорию России было правильное решение. Надеюсь, ВСУ удержат. Олга. Да, этот, Алла Берса удержат. Чтобы они быстрее продвинулись глубже, блядь. Чтобы быстрее до Воронежа дошли, блин. Я башкирка. Башқұртсың? Яхшы. Башқұртстаннан мı қойдан? Давай. Башқұртстаннан болсаң, топи за Башқұртстан. С тебя лайк, подписка о невыезде и так далее. Күтіп қалам. Нағыз ұлттық республикалары болсын. Ұлттық. Быстрее уже бы до Москвы дошли, освободили. Ну что на этом это? Не освободили, а разъебали сперва Москву. Надо Москву разъебать. Путина Гондона найти, нахуй. В кандалы, нахуй, его. И в стеклянную колбу, нахуй. Кремль разровнять. Красного кирпича вообще не должно там быть.
Всех нахуй закопать, вот этих пидорасов нахуй, в колбе, который там находится нахуй. Гниль нахуй. Тысячелетняя нахуй. И Ленина, и Сталина всех. Усатых, недоебанных, всех этот, в землю нахуй дать, предать к земле. А Путина нахуй, наоборот, оставить над землей. Как говорится, в голом нахуй площади этого Кремля. Голая площадь будет нахуй. Огромные нахуй, блядь, стеклянные нахуй. Построить туда стеклянный этот нахуй. Броневую стекло, блядь, нахуй. Тюрягу нахуй для Путина. Стеклянное нахуй, чтобы все видно было. Вдруг он нахуй суицидник будет нахуй себя бить. И чтоб часовых поставить туда, охранять этого гондона. Вот. И туда пригнать нахуй Лукашку. Потом нахуй всех Кадырова нахуй. Всю вот эту басоту нахуй. Хабирова нахуй. Минниханова. Всех туда засунуть нахуй. И пусть ебутся вот они нахуй. Вот тогда-то будем нахуй мы хахахать. Это, блядь. Где ж тут нахуй гей-парад, гей-парад. А вот мы скажем, вот же гей Россия. Танцуй, гей Россия. Мы вот так будем петь потом нахуй. Мына шулай жырлыйбыз потом нахуй. Урысларны сегегез деп жырлыйбыз. Мына шулайраак була энди. Вот, дуслар, шуларга цель есть, понимаете? Шул цельга. Давайте встанем вместе и долбанем нахуй. Он же, я вчера или комментировал, или сегодня где-то что-то. Дагестанка проснулась какая-то из Франции, которая говорит, блядь, мой народ тоже, говорит, быдло нахуй с Дагестана. Нихуя, говорит, не встает. Идут нахуй штабелями, умирают нахуй. За узкожопых. Пиздец, говорит, нахуй, манкурты, блядь. Пиздец, говорит. Вот так вот. Иди, говорит, поспи, нахуй. Зеленский тоже еврей, кстати. Ну, как говорится, евреи рознь. Так что и такое бывает, нахуй. Вот так вот. Люди приехали с Афгана. Легко ставить. Так, русские вообще не трогай. Русских вообще не трогай. Гульнара, хватит материться? А что, уши вянут? Ну, бывает такое. Ничего, привыкнешь нахуй. Так. Да, почему узкие нельзя, а другие национальные можно? Вот именно, блядь. Узкие марши можно нахуй по ебучей нахуй на этой территории нахуй нашей, да ведь? Везде нахуй. Узкие марши проходят, блядь, а нам ничего нельзя, блядь. Нихуя себе, блядь. Попутали нахуй рамсы, что ли, гондоны? Так. Да, узкие подгорают, не то слово нахуй. Тут они, блядь, залипли нахуй. Получается, нахуй, это боты меня нахуй атакуют тут постоянно. Да. На Fortune выкинуть твой стрим и канал, чтобы нашли тебя. Надо, короче, на Fortune выкинуть твой стрим и канал, чтобы нашли тебя. Давайте, ищите нахуй. Ищите, ищейки ебучие. Так. Позор Башкортостана и Татарстана. Да, молодец, само собой. Позор, конечно. Башқұрт белән татарға позор это. Басырға керек, ана күрәсезме нахуй. Сезгә урыслар әйтә, позор дия, блядь, нахуй. Вы не можете встать нахуй и выебать нахуй этих узких, блядь. Сами они вам пишут нахуй, позор дия. Свободу Башкортостан и Татарстан, да, Олга. Доброй ночь, Бухара. Доброй ночь. Доброй ночь, Бухара. Доброй ночи, Бухара. Прием. Лочин. Даккат. Бухара на связи. Говори, брат. Так. Паул, блин. Так, что за Паул? Башкиры и татары молодцы, мы удмурты сдали себя, свою культуру. Ну да, кстати, этот
чувак, старик, оказывается, удмурты сжег, да? На днях же про него вспоминали. Я даже не знаю, что такие люди были. Сжег себя там, туда-сюда. За язык и нацию. Ну вот. Поэтому, удмурты, давайте просыпайтесь тоже. Разъебем этих узкожопых вместе. Так что вот так вот. Марийцы, удмурты, мордва, чупашкара. Босагас, коясыз. Давайте, выдвигайтесь, хватит уже молчать нахуй. Сыгырга керек был урсларна, блядь. А то, блядь, распустили мы их нахуй уже, блядь. 500 лет нахуй. Охуели уже. А особенно удар это узкожопом нахуй скажу, ваш косяк нахуй. Может этого всего и не было бы, если бы этот гандон Путин, как говорится, не разошелся бы. Вот 25 лет этот гандон уже, блядь, нам мозги ебет. А вначале, блядь, пришел такой худенький, щупленький гандон, а потом хуякс нахуй. И начал нахуй гнуть нахуй баранки, блядь. Вот и все, блядь. Поэтому вывод один, блядь. Что натворили, нахуй, вот эту хуйню, блядь, нахуй, будем, как говорится, сейчас вместе расхлебывать. Значит, будем, как говорится, от вас и отходить. Вот и все. Легко и просто. Просто, нахуй, ваши навальнята пидорастические не хотят, нахуй, отпускать. Вот и все. Так что не Путин тут уже, как говорится, в приоритете, а Навальнята. Поэтому нам придется нахуй свергнуть Путина и еще нахуй не допустить Навальнят. Вот наша задача еще, понимаете? Разъебать нахуй Навальнят с Ходорковским вместе, а Путина нахуй вообще полностью нахуй. В корень нахуй. Примерно так будет это все. Обожрутся белого порошка и хер несут. Это вы жрете нахуй, блядь, всякую нахуй порошки нахуй, всякую ересь нахуй. Вот так вот. Салом Бухарадан. Валиким салам. Шмо назми, шмо друз. Так, давай поговорим, против чего вставать. Или вставать, как ты, из-за бугра по интернету кричать. Блядь, вот этот Ирон Сигт. Ты, блядь, то, блядь, урус ёкно язасың, то малай язасың. Хуй поймешь, блядь, сен кимсың вообще, блядь, ёб твою мать. Yazсаң, блядь, татар тілінде яз, или башқұрт тілінде яз. Заебали, нахуй. Короче, малайлар, қызлар, нахуй. Біздікілер болса, язығыз бізді тілде, блядь. Заебали, урыс тілінде менге язмағыз, нахуй. Чтобы, нахуй, бізде бит өзі тіліміз бар. Различать, нахуй. Нинди куттақ баш менге яза. Язығыз, блядь, нахуй, бізді тілде. O'zbek tilida yozsin, qozoq tilida yoza bit. Totar bilan boshqa тоже yozsin bizni tilda, блядь. Заебали нахуй. Bu урусlardan отличаться надо. Так. А кроме как кричать ты ничего не можешь, потому что ты обычный гастарбайтер. Tövbe qildim. Men gastarbayter nахуй. Boshqirdistonda gastarbайтерlar qoldimi ekan? Boshqirdistonda gastarbайтеров на выход, блядь. На выход, бляха-муха, блядь. Гастарбайтеры, нахуй. Пойдемте, нахуй, против Путина. Пиздец, нахуй. Кутахбаш, реально, блядь, откуда вот залетают вот такие, нахуй, боты, блядь. Не вкуривают. Откуда вы вообще залетаете? Объясните, нахуй, Ладно, залетели, подпишитесь, ублюдки. Короче, такие тупорылые вопросы, нахуй, задают порой, блядь, вот такие люди, нахуй. Вроде, блядь, Ирон Сигт, блядь, нахуй. Ты же, блядь, и вчера вроде был, блядь. Ты хоть посмотри мои, блядь, эфиры, нахуй, чтобы понять, нахуй. Гастарбайтером, нахуй, меня называть, нахуй. Да, кстати, гастарбайтер я здесь, в данный момент, да. Гастер, это, как говорится, гость, нахуй. Рабочий гость.
Это нормально, да. Но только, блядь, нахуй нихуя мне работать не дают. Так что я всего лишь гость пока. Да, узкие есть гастарбайтеры, где русская республика нету. Вот именно нахуй. Узкожопых нахуй вообще по сути, блядь, нахуй и этих нету. Вы же нахуй финно-угры, я, блядь, постоянно забываю. Финно-угры, блядь, пидорасы. Финские угри нахуй вы. Так что, блядь, нахуй, ваши угри уже опухли нахуй, надо выдавливать, гандоны. Тошнит уже, блядь, от вас. Смешно ругаешься. Блядь, нахуй. А чё мне нахуй? С вами нахуй не ругаться. Так. Врагам сдаваться нельзя, да? Ты тормози, Рэмбо татарский. Что именно нужно делать? Что именно делать нахуй? Короче, точите свои хуи. Пойдем нахуй ебать москалятину. Так что вот так вот. Так что давайте. Покупайте нахуй хорошие нахуй презервативы, чтобы не порвались. Когда их драть мы будем. Мы же их нахуй штабелями драть будем. Так что вот берите нахуй. Берите кандалы с собой побольше. В кандалы мы их нахуй и насиловать будем. Всех нахуй. Поголовно нахуй. Всех, блядь. И брать в плен, блядь. В плен нахуй. И получается освобождать наши земли от них. А вот которые в Башкортостане, в Татарстане нахуй, если они хотят жить у нас, пусть бздуют нахуй куда хотят. Дуртягагас кибла. Выбирайте и бздуйте нахуй. Хоть в Африку нахуй езжайте. Я жила 10 лет в США, живу 20 лет в Германии и мечтаю умереть в России. Пиздец, говорящая собака. Ну, блядь, давай, собачонок, говори дальше. Собака, двери открыты только в КС и Украину. Еще один обиженка на Татарстан. Ой, блядь. Обиженка нахуй. Тут обиженок нету нахуй. Здесь конкретика, конкретика. Чего обижаться-то нахуй? Sigirga sizni kerak. Men narsaga men ashulaman ekan. Meni ashulantirgan yerim yo'q meni. Shulay. Allohga shukr. Tomoq kiba, shay ishib o'tiram. Yaxshi, как говорится. Да мы отлично живем. Ты плохо живешь в Татарстане? Ой, бля, началось нахуй, блядь. Это как мой вот этот друг Марат, блядь. Мне, говорит, хорошо с русскими, нахуй. Я нормально живу, нахуй. Пиздец, нахуй. Вот такие манкурты, нахуй. Просто меня поражают, нахуй. У иммигрантов грустная судьба. Тот, кто останется здесь, поймет, как солнце встает. Ой, блядь, сказочники, нахуй. Наконец-то в России начнут поднимать рождаемость. Ну, это что, реклама иммиграции талибов? Беги, беги, не оглядывайся, Катя. Я татарка, ты не татар. Ой, блядь, тут, блядь, нахуй. Говорящая собака, нахуй, стала, блядь, резко татаркой, нахуй. Пиздец, нахуй. Татар, нахуй. Кутак санага, нахуй. Татар болсаң, татарша яз, пәтәксә. Мында, блядь, ошатасың, блядь, татармын дия, нахуй. Это чепушила обиженка, я даже догадываюсь, кто. Ой, блядь, догадывается, нахуй. Евген Смола. Ты, Хаван, ислам не трогай. Евген Смола, блядь, нахуй. Нихуя ты смола, блядь, чё?
смолу нахуй хуяришь? Ну ты пиздец нахуй. А то меня, блядь, говорят нахуй. Куришь, блядь, нахуй. Вот тут смола, блядь, нахуй нарисовалась. Пипец, блядь. Скажи адрес, один приеду. Пиздец, нахуй. Неплохо, можно внедорожник закупить на лярд. Ну, блядь, нахуй. Не то слово, нахуй. Путин алга, блядь. Сука. Ой, бля. Сука, ну туслар просто менде iki YouTube, поэтому я и там читаю. Так. Ну-ка, что тут, что тут, блядь, пишет, блядь. Рахматулла. Хабиренде инбашта. Хабира, чё, блядь, хабиренде, хабиренде инбашта күміп куяпка кирәк. Хабиренде? А, хабирчика, что ли? Нахуй, хабирni күммәскә кирәк. Мин бит әйтәм бит аны, блядь, Москвага шулай ук җыярга кирәк аларны бөтенесен, нахуй, делегацию эту, нахуй. И менә шунда, блядь, нахуй, и показывать всем туристам, всем рекламировать, нахуй, их, блядь. И на этом бабки рубить будем, нахуй. Этот, как говорится, за разъебы Украины. Я татарин из Узбекистана, топлю за Россию. Ну ты Кутахбаш, значит, нахуй. Сагалип кот, нахуй. Татарин, блядь, с Узбекистана, блядь. Блядь, потом кто-то еще что-то мне пишет, говорит, мы, блядь, нахуй, в Узбекистане, нахуй, ненавидим узкожопых. Да, блядь, нахуй, там, в Узбекистане, нахуй, половина, нахуй, блядь, коммунисты сраные, нахуй. Там сидят, блядь, пиздят еще мне что-то тут, блядь. Даже меня туганларым бит коммунист, блядь. Вы что думаете, нахуй? Только вас это касается, что ли? Поэтому Кутаги Епсан, Кутакбош, она нормальный родитель такого маймуна воспитает Кутакбас. Ой, блядь, нахуй. И к чему привела ваша беседа в итоге? Потому что вы теперь ругаетесь, вам это нравится? Да, боты жопы горят, это реально, нахуй. Так. Так, вот этого нахуй хуйплета давайте уберем. Заебал нахуй. Ташкент Тауга. Сагалепкот. Ярарма? Кутаксанага нахуй. Так. Думаю, что он, блядь, пишет какую-то поеботину. Так. Мусор нахуй. Давайте будем закрывать. Заебал этот мусор. Так, ладно. Блядь. Серп ебаный нахуй пишет. Серп нахуй. Съебись отсюда. Так. Победа России. Хуй, блядь, вам в сраку, гандоны. Блядь, насчет сербов тоже могу нахуй еще ляпнуть нахуй. Вы гандоны нахуй, блядь, там, когда, блядь, война вот эта Югославия была нахуй, гандоны вы нахуй наших мусульман мочили. Пидоры, сербы нахуй. Хоть у меня есть один знакомый серб нахуй, но и по его проделкам тоже я всегда чувствовал, что он нахуй ненавидит мусульман, блядь. Так что, блядь, сербы тоже самое нахуй, нацисты ебучие те еще нахуй. Просто нахуй молчат тряпочку, потому что отымеют нахуй вас во все щели нахуй. Вам Рашка не поможет. Поймите нахуй. Когда наш народ станет нахуй в регионах, Башкортостан, да, Татарстан, да, нахуй, там пизда вам нахуй будет нахуй.
Поэтому нахуй сербы лучше в тряпочку молчите нахуй и голосуйте, чтобы вы вошли в Евросоюз, пока не поздно. А потом нахуй будете сосать нахуй. Рашки уже не будет нахуй вам, блядь, помогать. Тут снизу албанцы нахуй. Косово вас как трахнет нахуй. Заебетесь нахуй. Харкаться потом нахуй. Зубами своими. Так. Пенсия физдобол до 70к. Пенсия нахуй. Эй, сука, на. Поп нахуй. Так, Ника. Ника Смертник. Я ревну после померни жить. Че нахуй? Ты рот свой закрой про церковь. Ты же сам татарин свою нацию позоришь. И Ляйсян Ямгиева. Позорю нахуй. Я свою нацию не позорю нахуй. Я нахуй пытаюсь нахуй поднять нахуй. А кто там услышал здесь в моих словах позор, значит они манкурты. Манкурты нахуй. Манкуртам нахуй это будет задевать нахуй. А нормальному нахуй татарину с башкиртом он скажет: Олга. Олга Башкортостан, Олга Татарстан. Манкуртам только это, как говорится, бесит. Так что мамкины нахуй, ляйсянки нахуй, бздуй отсюда нахуй. Лейсан Янгур, блядь, так, Ника еще. Здесь году надо было всех ложить. 1000 положить, и ничего этого не было бы. Приснилось, что ли? Вот именно, блядь, 70к, блядь, пенсия. Я хуею, нахуй. Блядь, вот заметили, вот смотрите, я обиженный. Вот это слово обиженный я уже, блядь, раз 10 прочитал. Расейда, нахуй, и вообще вот эти, блядь, узкожопые, нахуй, и манкурты, татары, башкиры, нахуй, всегда эту тематику пишут. Обиженный. Пиздец, нахуй. До такой степени, как бы, нет у них, блядь, нахуй, в ответку слов, нахуй, блядь, они пишут это слово обиженный. А если, блядь, литературно, нахуй, гандоны, они знали бы, понимали бы эту тематику, нахуй, обиженный, нахуй, не говорят, нахуй, мужскому полу, блядь, а говорят, нахуй, огорчен, а не обижен, нахуй. Огорчен, нахуй, а не обижен, блядь. А обижен, нахуй, а они, блядь, нахуй, наверное, по такой тематике пишут, типа, нахуй, какой-то тёлки, нахуй. Тёлки это вы, нахуй, недоёбанные, блядь. Это вы, нахуй, блядь, на бутылки сажаете, нахуй, везде, нахуй, по России, нахуй. Швабру суете, нахуй, в Чечне, везде. Это вы, нахуй, блядь, обиженные, как говорится, скрытые гей-парады, нахуй, устраиваете, нахуй, в тюрьмах и везде, блядь. Где, нахуй, поймаете кого-нибудь, нахуй, и готовы, нахуй, отъебать его, нахуй, бутылкой, блядь. Вот где, нахуй, обиженки, нахуй. Вот вы обиженки. Поэтому, нахуй, мында кутак шайнап утырмагыз, пәттәк ауызлар. Обиженных тут нет, нахуй. Сізні, блядь, біз сігірге, нахуй, мында жиылганбыз. И біз сігебіз сізні. Рано или поздно. Вақыт келер, нахуй. Башарамнiyam ko'rsatirman, нахуй. Амиларнiyam chiqarirman, нахуй. Вот так вот. Так что, нахуй, всех, нахуй, пидорасах, нахуй, блядь, за клитор, нахуй, будем вешать, нахуй. А этих, блядь, ташакларны, блядь, нахуй, кокаиннан осабыз, нахуй. Чтобы, блядь, не расслаблялись. Чтобы, блядь, нахуй, больше никогда, нахуй, Башкортостан или Татарстанга, нахуй, руки, нахуй, не подымали, нахуй. Типа, я русский, deyip, нахуй.
Всех узкожопых нахуй, блядь, вывести нахуй с Башкортостана, с Татарстаном. Это однозначно нахуй. Потому что нахуй, как Габасов говорит, их там много нахуй, в Челябинске, там, блядь, нахуй. Значит, всех разогнать нахуй. Всех нахуй. Всех нахуй. Как там, блядь, багаж, сумки нахуй, вокзал нахуй. Все, москалятина нахуй. Сибанту. Вот примерно так будет. Сәлем. Загир. Сәлем, халляр. Аллаға шүкір. Пойдет. Жасмин Хускик. За друга Узиво de otra parte de la Francia de la Banco de Potre Potele Reunion du Буре это не плюс летемс. Я твою душу нахуй. Если бы я знал бы французский нахуй, я бы точно выступал бы на французском. Так что, Жасминка, давай это спокойной ночи тебе, мадам. Да, узкожопная проблема пиздец. Да, Шабадан, Багзал, Рязань. Ну, точно. Мында да жазам дегенде да, аңладым. Мында мен үлгере алмыйм укып, короче. Анда да, мында да язалар. Мында жесткий пятакселлер утра, блядь. На левом фланге, блядь. На правом нормальные люди сидят, а вот слева пиздец, нахуй. Мусоропровод, нахуй. Так. В каждом городе по 100 реки, а народ спивается и тонет в наркотиках. Бабы не рожают. Ну, а потом, блядь, они говорят, ой, блядь, что-то, блядь, моя жена родила черного. А они-то сами белые, нахуй. Ой, блядь, а кто это сделал? А кто это сделал? Как, блядь, Галустян, нахуй. Насрет, нахуй, блядь, в своих приколах, нахуй. В этом, блядь, в лифте, нахуй. То же самое. А кто это сделал? А это, нахуй, твоя жена где-то еблась, нахуй, до тебя или во время тебя, нахуй. И хуяс тут рождается африканец, нахуй. А у тебя, наверное, нахуй, что-то, блядь, что-то у тебя ложком он не работает, нахуй. Так что вот так вот. Узкожопые бухают, у них ничего не стоит, нахуй, деторождаемости нету. Поэтому, нахуй, загоняют туда африканцев с длинными кувалдами, нахуй. Вот они будут их, нахуй. Мама не горюй будет делать, нахуй. Я же говорю, блядь, постоянно, скоро Пушкины будут ходить везде. Пушкинская, нахуй, страна будет, нахуй. Московита. Одни Пушкины там будут рождаться, кудрявые такие. Красавчики, блядь, черные такие. Так что вот так вот. Так что этот узкожопый нахуй. Готовьте свои писеньки нахуй. Скоро приедут вам африканцы. Так, уже они, конечно, там. Приедь, я тебе покажу людей. Это Евген. И это в Татарстане. Туланмар. Так, все. Да, Таня. Здесь водки нету и боярышника тоже. Не, им нужно на шатырь нахуй. Оклематься нахуй. Они не могут пока еще оклематься из зомбоящиков нахуй. И тут бах, я выкидываю им такую информацию, блядь, они в ахуе, блядь. И они не понимают, блядь, кто тут нахуй, блядь, пьяный нахуй. Я или они нахуй. Они пока еще не вдуплились нахуй, не вкуривают нахуй. Так что, блядь, Танька, тебе на шатырке, пойди-ка нахуй, нюхни, блядь, нахуй. У Евген смола нахуй. Спроси смолы потихой нахуй. Ульдым күліп әпипә. Ну, желаю, блядь. Я хоть и украинец, но за Татарстан порву. Блядь, что-то непонятно. Ты какой-то странный украинец, ёп.
тыгдынский конь, блядь. Тут нахуй боты уже образовались такие, блядь. Вроде, говорит, он украинец, нахуй, а топит, нахуй, за русню, блядь. Что-то я нихуя не вдуплился, нахуй. Что за хуйня, блядь? Мне аж хуёво становится, наверное, баттаги, блядь. Заново расскажи про Эпипа. Эпипе, Эпипе, босс козом Эпипе, да? Иным баттаги. Так, Таня, ты в курсе, что когда англичане слышать речь, то слышат, как собаки лают. Ну да. А ГБУ жилищник как? Не благодари. Да. Жардам берді туған. Айнур Зайнетдинов қоя басырға тиіш. Қоя басырға ма? Ладно, бұл комментарийлер бітмәс. Посмотрим. Қоя басырға? Біздің білән басырға. Жиылырға, получается, против московитов. И, как говорится, создавать отряды. Создавать всякие... Хоть что инда, блядь, нахуй. Хоть нахуй мафиозный клан, блядь, создавайте. Хоть нәрсә, блядь. Главное, блядь, урысқа таба, сугышырға барага. Йоклап ятмаска. Вот мына шунарга мен, вот я уже час 46 пытаюсь донести. Вот узкожопые, нахуй, сегодня, блядь, сделали парад, нахуй. Гей-парад, нахуй, в Петербурге, нахуй. Орали то, что они узкожопые, нахуй, и хотят член, нахуй, африканский. Вот, надо им преподнести, нахуй, хорошенького, нахуй, башкиртского, татарского, нахуй, члена, чтобы они, нахуй, подумали, нахуй. Чтобы они, нахуй, блядь, осознали, что... Вот так вот. И тут, нахуй, дальше читаю, татарского разведчика, а то отошел от темы. Черт, армян, нахуй. Встречаем очередной шедевр мыслительной деятельности. Запретить праздники, чтобы денег хватило на беженцев и СВО. Режиссер Шахназаров предлагает мобилизовать сознание и прекратить этот вечный праздник в стране. Звучит вроде патриотично, но может сначала прекратим безумно сливать миллиарды на военную пропаганду? Ганду, блядь, нахуй. Вот вам веселая арифметика. Шаман за концерт в Оренбурге получил 16 лямов. Газманов, как скромнее, 8 лямов в Новгородской области. И все это, конечно, ради поднятия патриотического духа. Но почему бы не начать помогать беженцам и фронту с этих гонораров? И это уже чересчур патриотично. И вот теперь добавлю от себя. Как сегодня я уже загрузил в ТикТок, там еще куда-то вроде бы закидывал, в YouTube. Кстати, у меня новый YouTube, если вам не трудно, можете подписаться. Называется Башкортостан Уфа. Это мой, как говорится, новый YouTube. Так скажем, запасной аэродром. Вот. Если там Илликише подпишется, то оттуда тоже буду выходить стримить. Поэтому башкор, блин, татар, которые топят за независимость, прошу подписаться. Бетоны себе наглым образом срылар. Вот я тоже уж чуть-чуть, как говорится, понаглею. Шулай, если вам не трудно, подпишитесь. Башкортостан, Уфа. Шулай. Легко найти. Там сразу увидите рисунок Салавата Юлаева. Уфада басып тұрау, шында отырып тұра атында.
И вот, так, чуть не забыл сказать насчет того, что помощь беженцам и так далее. Вот насчет беженцев. Здесь, вот да ведь, здесь беженцам дают бесплатно продукты. Я уже как бы знающим людям это показал. У меня в ТикТоке все. И тут набежали нахуй боты там тоже. Говорят, типа просрочку дает, тырам-пырам нахуй. Поймите одну вещь, что в России, когда украинцы первый раз заехали с Донбасса, с Луганска, это было где-то 2018 года, я с ними, как говорится, так попал в Москве, работать так пришлось. И получается, они сказали тогда, что у них беженские деньги в месяц 500 рублей. 2018 год. 500 рублей нахуй. Пиздец нахуй. Это что за хуйня? Беженцам, блядь, 500 рублей. В итоге, короче, к этому я вспомнил и хочу добавить. Вот здесь беженцам реально они помогают. И деньгами, и продуктами. Поэтому, когда мне пишут комментарии нахуй насчет продуктов, хотел как раз таки насчет этого тоже сказать, что, блядь, нахуй хуйней конкретно вы страдаете. Потому что здесь помогают любые организации реально всем нуждающимся. Не только там дают именно беженцам эту еду, а дают и местному населению, которое не работает. Которое там, допустим, или там инвалид, или что-то в этом роде, или там не может работу найти, или да, тот же, допустим, даже этот социальный какой-то человек в итоге помогают. А в России, блять, даже пенсионерам нахуй нихуя ничего не дают. Даже пенсионерам ничего не дают. Не то что нахуй. И добавлю, что все, блядь, нахуй собираются нахуй на мусорку, блядь, пятерочки нахуй и набирают пенсионерки московские чайки, как говорится, как Земфира поет. Чайки, блядь, да? Про чаек нахуй. Вот, точнее, вот бабушки московские, как чайки, собираются к мусоркам пятерочки, нахуй, начинают бедные брать там продукты просроченные. А у вас просрочка, она работает, само собой, так, что 1000 раз перебивается, блядь, число в магазине, потом оно реально уже, когда уже пиздец не продается, выносится на мусорку, потому что ее жрать нельзя. И то народ налетает. И это, нахуй, я не по новостям говорю вам, а это реально, реально. Я это видел каждый день, когда я проходил мимо, получается, нахуй, пятерочки или там как-то попадаешь, нахуй, в ихнюю, блядь, в заднюю сторону. Пятерочки, это пиздец, нахуй. Особенно, нахуй, утром, блядь, они охуеть, налетали там, война, блядь. Война, нахуй, на эти мусорки были. Поэтому не нужно, нахуй, блядь, как говорится, хуй с пальцем сравнивать нахуй. В Европе реально помогают и реально, как говорится, есть помощь. И тем же украинцам, блат там есть. А не то, что у вас там нахуй с Донбасса и с Луганска люди, блядь, беженцы 500 рублей в месяц. Конечно, блядь, нахуй. Потом они говорят, нам вот выдали нахуй паспорта и сказали, пиздуйте работать. Конечно, они пойдут работать. Как можно на 500 рублей прожить? И вот эти бедные мужики, украинцы, работали там на стройках, там еще где-то. Вот так вот. Такая тема. Так что, нахуй, тут Шахназаров, нахуй, блять, нахуй, опомнился, понимаешь ли, нахуй. Что-то, нахуй, ему в голову, нахуй, моча стукнула, наверное. Вот так. И вот, самое интересное, нахуй, самое интересное, пиздец, нахуй. И тут такая тематика. Дальше продолжаем. Насчет новой епархии РПЦ в Татарстане теперь
и в Ярчаллы. Рафиз Кашапов из набережных Челнов. Набережных Челнов город всегда был символом татарского национального движения. 25 июля 24 года Русская Православная Церковь не просто образовала новую епархию, она усилила свое влияние на татарскую землю. Новый епископ Гавриил уже представлен Рустамом Минниханову, а патриарх Кирилл требует от новоиспеченного епископа в кратчайшие сроки добиться строительства огромного кафедрального собора в центре города. Не зря, видимо, Москва так торопится строительство новых церквей в Татарстане, оплачивается не только из кармана РПЦ, но и из бюджета республики, да именно наши деньги идут на возведение православных храмов. В это время как татарские проекты один за другим сворачиваются из-за нехватки средств. Вспомните хотя бы о республиканской языковой школе Анатолия. Почему руководство РТ не может выделить на развитие татарского языка хотя бы 10-ю часть денег, которые мы отдаем РПЦ? Русская церковь получает деньги не только от правительств, но и от крупных компаний, добывающих нефть и газ национальных республик. Так, например, золото другого тюркского народа Саха используется для продвижения РПЦ в Татарстане. Понимаете? И вот эта хуйня нахуй в Татарстане, Башкортостанда продолжается. А Исегизда барма Муртаза Рахимов, Аль-Рахим Уфага кергенде, Уфа ягына кергенде, прям в центре, получается, ну так скажем, на набережной Аль-Рахим. Әле дә корылып бетмәгән. Мин әле 100 лет назад там был нахуй. А оно еще, Рахимов в каком году умер? А оно при нем закладывался камень, и до сих пор его не достроят. Придумали нахуй то, что там аварийный, т.д. что-то. Конечно. Конечно, там, блядь, нахуй скрысили бабки, нахуй, что-то сделали, нахуй. Хуево его построили, блядь. Вот и все. Пиздец, нахуй. И придумали там, что он, блядь, нельзя там что-то делать, нахуй, дальше. Можно все сделать. Просто хотят, нахуй, эту землю снести, и туда хотят построить, нахуй, новый город какой-то. Хотят там какие-то многоэтажные дома построить, Уфада. А речь идет о какой-то, нахуй, отмазке, блядь, только. Вот и все. А зато, нахуй, этот Хабирчик, пидорас, нахуй, сносит какой-то старое городище, нахуй, и туда хочет, нахуй, ебануть тоже церковь, блядь. Пиздец, нахуй. Охуенно, да, блядь, нахуй? Как наши, блядь, хабирчики, нахуй, Миннихановы, нахуй. Манкурты ебучие, нахуй. И тут, блядь, потом мне еще, нахуй, пиздите, нахуй, там, про мусульман не говори, так не говори, нахуй. Поймите одну вещь, нахуй. В правительстве, нахуй, нет, нахуй, уже мусульман. Вот и все. Поймите, нахуй. Даже тот же Кадыров. Невъебенный мусульманин, нахуй. Так что вот так вот. Поэтому не нужно, нахуй, тут, блядь, нахуй, сидеть, нахуй, сложа руки. Надо уже, нахуй, подыматься, нахуй, и разъебывать всех, нахуй. Всех, блядь, нахуй. Узкожопых, нахуй. Церкви, нахуй, блядь, ни одного не должно быть, нахуй. За кресты посадили, тот раз вот кто-то напоминал, Рамилю Саитову. За кресты. Нахуя нам кресты нужны, блядь? Ёбаные, нахуй, блядь. Долбоёбы, нахуй. Всякие, нахуй. Поэтому Башкортстан белән Татарстанны мусульман дәүләте ясарга кирәк. Также и Чечню с Дагестаном. Не нужны нахуй какие-то пидоры, нахуй, с крестами, нахуй. Нацисты притом. Ладно, они были бы адекватами. Адекватами, нахуй. Которые реально там почитают и церковь, и мечети, и так далее. А эти гандоны как будто бы в кавычках почитают церковь, а мечети, нахуй, накрывают медным тазом. Так что размышляйте, туганлар, размышляйте. И вот так просто так сидеть сложа руки, нахуй, когда на нас полностью нападают, я считаю, это неправильно. Вот и все. Это просто нужно пресекать, нахуй, в корень. В корень пресекать. А корень, вы сами понимаете, как говорится, Москве.
Так, так, давайте сейчас почитаю. Так, так. Так, так, Уфадан, так. Жасмин французский. Ну, Батак ом. Не, тоже в силу пива хуяри. Слава Украине, да. Подписался, лайк куйдым, югірдім мен өзім Уфадан. Рахмат. Давай, тыныш. Да, африканцы уже приехали. Ну вот, скоро начнутся Пушкины там появляться. Помню чемпионат мира по футболу, узких девушек по всем углам любили. Есть видео и инете. Вот. Я в это время был как раз таки, когда этот ебаный чемпионат у них был нахуй. Да, хуя, говорят, хостелов появилось нахуй в Москве, блядь, ёб твою мать. И все, блядь, нахуй, таксисты нахуй там. И все вот, кто там, блядь, нахуй, даже не был нахуй таксистом нахуй. Стали таксистами нахуй, блядь. Эти узкожопые нахуй. И всех нахуй кидали нахуй на бабки нахуй. Грабили нахуй и всякую хуйню занимались. Вот такой вот нахуй чемпионат был нахуй. Столько жалоб нахуй там было, хуево туча. Ну я в то время еще жил в другом. Вот так вот. Так. Да, узкие посматривайте в окно, вдруг беспилотник гости летит. Вот именно. Как нахуй, блядь, ебанет нахуй в этом. В Коломне, блядь, нахуй. Раменская нахуй. Чпокнет вас нахуй, блядь, сейчас где-нибудь нахуй в Москве что-нибудь нахуй. Так что вам уже тоже, наверное, скоро уже пора, блядь, спускаться нахуй в метро, как вы мучаете в Харькове украинцев. В метро они постоянно спускались. И вам придется скоро метро, это, как говорится, оборудуйтесь нахуй. Так что готовьте себе нахуй сухпайки нахуй, на всякий случай нахуй. Вдруг нахуй в метро спускаться скоро придется вам. Украина недалеко, скоро уже будет. Вот так вот. Да. Тут, короче, пиздец, комментарии нахуй у вас тут. Вы, наверное, между собой общаетесь там. Да. Так.
Эй, Казань, ты чё лялю свою раскатил-то? Тут Казани нету нахуй. Да. Короче, вы тут сами переписываетесь, пиздец, тут комментариев навалили, я уже хз, блядь, не успею прочитать до хрена что-то комментов. Пиздец. Да, а чё вдруг придется спускаться? Будут они жить в метро, пришел теперь их час там же пожить. Ну, вот именно. Вот я и говорю, надо их загнать в метро. Московские метро, они, блядь, оборудовали, все красиво у них, нахуй. Ну вот как раз нужно теперь их туда спускать, блядь. Вот так вот. Ну вот как раз вот. Я как говорил, вот вспоминал, что, блядь, нахуй. Дум РТ, блядь, отправил на фронт мотоцикл Урал, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. И, блядь, нахуй, в Татарстане Единая Россия, это гребаная нахуй, набрала 76%, 75, 76, 75%. А КПРФ, блядь, всего лишь 10,54, блядь. Пиздец, нахуй. Из 99 депутатов 86 это Единая Россия, блядь. Пиздец, да, блядь, в Татарстане, нахуй. Демократия ебаная. Узкожопая демократия. Тут еще тему подымал этот э, Майкл Наки, чтобы нахуй, блядь, которые нахуй донатчики, блядь, ебаные нахуй, узкожопые донатчики нахуй, понимаешь ли, нахуй на Феррари нахуй начали ездить, блядь, вся хуйня, охуенная у вас нахуй, залупа нахуй, узкая залупа нахуй ваша работает. Все бабосы нахуй, которые нахуй вы донатите нахуй, это, блядь, этим ебланоидам нахуй с Телеграма, которые, блядь, нахуй себе покупают тачки нахуй, кайфуют нахуй. Вот так вот. Так что не зря здесь вот в Европе говорят то, что у вас коррупция нахуй, это на руку Украине, потому что ваша коррупция нахуй помогает нахуй Украине выжить. Чем больше пиздите вы нахуй, ублюдки, тем получается у вас нету боеприпасов. Вот и все. Мы, получается, внутри нахуй этой пидорасической рашки нахуй идет помощь, получается, Украине. Молодцы. Действуйте дальше в таком же ракурсе. Пиздите нахуй то, что выделяют вам. Хуярьте, как говорится, на баб, на все, блядь, нахуй. Покупайте дома, блядь, нахуй. Главное, нахуй, оружие ничего не покупайте, ладно? Ходите, нахуй, в лаптях. И будет это нормалек. Вот так вот.
Такие дела, короче. И вот собранные видосы еще сегодня просматривал, как уже, так скажем, нормальные узкие начали просыпаться. То, что они уже начали все-таки понимать, что что-то не так. Что нахуй, блядь, в Курске нахуй, блядь, народ просится нахуй, чтобы это, чтобы Украина забрала их к себе. И вот эта вся риторика насчет этого, ну это или фейк, или что, непонятно, но, по крайней мере, народ начал просыпаться. Ну, мы ждем, как говорится, всемирной, так скажем, узкожопой нахуй революции. Вы начнете нахуй изнутри нахуй гнить. Вот вы когда начнете гнить изнутри, мы тогда и поговорим. Но хотелось бы, конечно, сейчас набрать народ и, как говорится, успокоить вас сразу, не начиная никакие революции. Но, увы, наверное, только будет вот такое движение. Начнется нахуй движение, а потом только дальше. И еще одна тема. Всю тему нахуй не вспомнишь. Этот, всех нахуй видос вот смотрел. Раненых нахуй, контуженных нахуй, всех, блядь, нахуй отправляют на мясо. Никого нахуй не, как говорится, не ремонтируют, не лечат нахуй. Тупо просто нахуй идут они в костылях, хромые, косые нахуй, воевать. Пиздец нахуй. Это российская армия нахуй называется. Узкожопая нахуй. Вы реально, блядь, долбоебы или как нахуй, блядь? Эти хромые, косые в костылях, они смогут воевать? Они для чего вообще они туда идут? Объясните. Они что, как говорится, куда-то могут далеко убежать, или стрелять, или вообще двигаться, или что-то в этом роде. Вы о чем вообще думаете, когда такие действия делаете? Ну, просто это, ну, показывает еще одну какую-то тупую свою сторону. Вы, как говорится, тупее, еще тупее, да, получается. И после этого вы говорите то, что нахуй мы, получается, отсталые люди. Мне кажется, вы нахуй вы ёбнулись нахуй уже. Вы уже кретинами нахуй конкретными стали, которые не могут нахуй, блядь, своим, блядь, раненым людям помочь. А после этого нахуй, как можно, блядь, мона башкорт белән татарга мен обращаюсь. Ничек сез шундый армиягә, сез шундый военчасларга барасыз вообще? Каким умыслом вы туда идете? Один год битинде я уже обсуждал в прошлом году. Вроде то ли летом, то ли весной, не помню. Одного башкорта или татара, я не помню, с Башкортостана завязывали, получается, нахуй, на дерево и избивали. Потом какая-то нахуй рота или кто-то нахуй подключился. Вот мы типа рота там воюем из Башкортостана, Шаймуратов генерал, почему ты избил, извиниться просим, туда-сюда нахуй. Пиздец, нахуй. Он вроде, блядь, так извинился, блядь. Это что за нахуй кино, блядь? Вы что, думаете, что, блядь, нахуй, вот этим, вот таким манерами можно жить, что ли? Я не могу понять вот это башка, блин, татарга мен аңламайм мына шундай движениеларыгызны. Когда вы идете в армию нахуй, мы же нахуй понимаем, что такое, блядь, нахуй армия, где есть этот дедовщина и так далее. Но вы же идете, получается, на войну. На войне, блядь, что, такое бывает, что ли, нахуй? На войне бывает, нахуй, дедовщина, что ли? На войне бывает, что ли, блядь, такая тематика в виде, нахуй, чмыри ближнего свое, нахуй, чтоб, блядь, враги боялись, да? В этом роде, нахуй, логика идет, да? Чтобы, блядь, получается, нахуй, узкожопые, нахуй, бьют башкорта,
заставляют его нахуй чему-то нахуй, непонятно чего нахуй, или там требуют денег нахуй, требует нахуй получку нахуй офицера, блядь. Не отдашь получку нахуй свою нахуй, там пойдешь нахуй на первую зону или как это там, блядь, мясную зону нахуй, на фарш, блядь. Вот, да хуя же такие, блядь, события нахуй. И это слушая, блядь, вы как можете идти нахуй Башкортостандан, Татарстандан и идти нахуй и орать нахуй Шаймуратов генерал, блядь. Какой нахуй Шаймуратов генерал, блядь? Шаймуратов, вот именно, может, он был нормальным чуваком. А сіз нихуя. Нихуя. Вот так вот. Поэтому я считаю, что с такими нахуй действиями вы реально нахуй вот и вот вы конкретно позорите Башкортостан на Татарстан. Вот вы. А то, что я вам нахуй пытаюсь открыть глаза нахуй и я не знаю, блядь, нахуй. Если вы не в курсе нахуй, и если вы получается не отдуплились, значит то, что вам просто, наверное, нравится на с узкожопыми нахуй, блядь, идти воевать, чтобы вас убивали. Вот примерно так. А украинцы нам ничего не делали. Башкортостан и Татарстанга. Да и русни они ничего не делали. Это вы залезли туда. Вот и все. А, вот увидел комментарий огромный. А что вы хотели от лакея? Война – это прибыль, политика. Пока вы режете друг друга, прибыль получает власть имущие. Об этом даже Ленин писал. Если до войны в стране был бардак, то с войной только усилий. Вот. Ну, примерно я согласен. Само собой, нахуй. Но тут идет речь как раз-таки нахуй о поводе того, что вот эти регионы могут освободиться. Поэтому я думаю, как говорится, Башкортостан татар должен, обязан, как говорится, это понять, что другого шанса может не быть. Как кто-то мне говорил, другой шанс может придет через 500 лет. Не говоря, что 100 лет. Через 500 лет, может, другой шанс придет. И то уже тогда нас не будет. Это будет через 5 поколений, если они по 100 лет будут жить еще. А может, это 6-7 поколений. Даже 10, по 50 лет, если мы будем жить, 10 поколений нахуй. 10 поколений надо сменить, чтобы с этого рабства выйти потом, если не сейчас. Вот так вот. Так, башкирты все понимают, они не понаслышке знают, что такое русский мир. Ну, понимают, но не действуют. А когда мы начнем действовать-то? Почему Башкортостан не действует? Почему мы сплоченно не действуем? Такой же сыр-бор в Дагестане, в Чечне. Над друг другом нахуй издеваются. Тоже на Кавказе ебанизм, блядь, процветает. Тут у нас то же самое. Почему нас морально со всех сторон поддерживает Казахстан? Почему? Казах халқы бізді поддерживает это. А мы, башқұрт белән татар, мы друг друга не можем даже, блядь, нахуй, поднять нахуй. Друг друга не можем поднять. Вот к чему мы пришли. А Казахстану это, по сути, даже и не нужно. И то они поддерживают нас. Вот вы вот эти все вот эти моменты обдумываете вообще? Нет? Думаете об этом? Да, потом я миллион вариантов вам рассказывал. И так можно сделать. И вариантов полно. Вариантов миллион, если мы хотели бы. Вот именно, наверное, мы не хотим. Может, в этом-то и есть загвоздка того, что мы не хотим, может. Мы не в том смысле не боимся или не боимся даже, а мы, может, не хотим. Вот когда этого читал, половина людей похуисты, другие нахуй боисты, блядь, третьи нахуй еще какие-то нахуй.
Вот так вот. Так, тут что? Да, узкие глаза открываются. Да, у узких вроде глаза открываются, но тоже не у всех, блядь. Но открылись бы наши узкие глаза башкиртов и татар. Вот в чем проблема. Вот мы бы открылись бы побыстрее бы. Салам, о чем разговор? Разговор про узкий мир. Анастасия, слышь, бурды-курды, ты откуда вылез? Настена, учи татарский с башкирским языком, окей? Бурды-мурды, нахуй, будешь, нахуй, потом нам рассказывать, ладно? Пятакся. Так, ты что знаешь про армию, про войну? Блядь. Овечка Долли, нахуй. Я уж точно, нахуй, больше тебя знаю, наверное, нахуй. Или ты уже, нахуй, блядь, успела, нахуй, съездить, блядь, в армейку, нахуй. Пишет она мне, нахуй, тут такую ересь, нахуй. Настена, иди пиздуй, нахуй. Давай другим счастье, нахуй. Настя, нахуй. Дай нам счастье, блядь. Так. Смола он, блядь, смолит там конкретно, нахуй. Смола со смольной, нахуй. Смольная. Есть же, блядь? Вот со смольной он, нахуй. Пизду, нахуй. Почти что, нахуй, блядь. Театральная, нахуй. Охотный ряд. Так. Братан, за кем посматриваешь? Да вот, ищу, нахуй, тут узкожопые, нахуй. Я этих пасу. Я же все-таки на службе, нахуй. Вот, подсматриваю. Сейчас вот с балкона должны, блядь, узкожопые, нахуй, появиться. Я их должен чпокнуть, нахуй, вот этим YouTube каналом, нахуй. Да, боты пасутся конкретно тут, блядь, ишакляр. Настоящий. Целки я не знаю, нахуй, но явно у узкожопых, нахуй, нету целок. Они же, нахуй, блядь, в 11 лет, нахуй, ебутся начинает. Так что целки у них были в 11 лет. Приходите завтра. Вот так. Пацану целка нужна. Есть целка здесь? Целки на стриме есть? Сейчас, наверное, блядь, чат знакомств открою, наверное, блядь. Буду, нахуй, узких целок, нахуй, знакомить. Так. Да это смола заебал, короче, нахуй. Да, смола целкам тел не дает. Конечно, нахуй. Вот этот бот он, бля, бот. Этот смола, нахуй, вроде в тот раз тоже вылазил, вроде, блядь, нахуй.
А как вообще тут этот, если блокануть нахуй, он не может, да, потом больше никогда писать, или только на этом стриме он не может? Вот этот вопрос интересно. Засоряет нахуй эфир. Нужна розовая узкая целка. Ну, блядь. Девушки, есть розовая узкая целка. Ну, в Москалятине есть точно это. Надо в Москалятине ехать. Смола, блядь, куда звонить, долбень? Ты же, я же вижу, блядь, никакой номер не написал ты, блядь. Куда нахуй звонить, блядь? Пиши, блядь, нахуй словами, нахуй телефон, словами, нахуй. Если не пропускает цифры, пиши словами. Вон у меня нахуй сосед нахуй, араб проснулся. Вот он точно нахуй. Нахуй, пиздец, он кайфарик, блядь, какой-то непонятный. Ой, так, ладно, давайте почитаем нахуй. Дальше. Информацию какую-нибудь. Итак. Так, так, так. Пиздец, какой-то хрень. Что за хуйня, блядь? Тут, блядь, порой, блядь, половина какая-то шняга, нахуй. В этих группах, нахрен. Так. Что за хуйня, блядь?
О, какую-то хуйню откопал. Такую хрень несут. Так, народ. Э, Думаем З. Не знаю, блядь, в каком-то нахуй. Э, Хуй знает, он, блядь, за кого топит. Борисенко Дмитрий. Знаком кто-нибудь? Итак, я чисто просто по группам лазию. Итак, нам вчера разъяснили, что удары украинских беспилотников по жилым кварталам в РФ нельзя считать военными действиями. Это демонстрация сущности киевского режима. Песков. Пизгов такую хрень написал. Это что? Развитие темы о том, что удары Украины по российской территории всего лишь близки к агрессии? Ведь именно это заявил президент Путин во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам, отвечая на вопрос, являются ли удары западным высокоточным оружием по территории России, в том числе и по Белгороду, актом агрессии. Близки — это значит еще не агрессия. То есть долбят Курск, Брянск, Белгород и другие города, включая Подмосковье, но это не военные действия, по мнению Пескова, блядь, нахуй, и надо понимать даже не красные линии. Это просто демонстрация сущности. Вывод спрашивается сам, просто не обращайте на это внимания. Что, видимо, в Кремле и делают давно, такие откровения не звучали со Старой площади. Месяц нашу землю топчет враг, регулярные силы ВСУ, в самом начале названные диверсионно-разведывательными группами, которые день и два будут разогнаны. Месяц мы не можем отбить свою территорию, вдобавок БПЛА бьют по нашим жилым домам. Но последние, по мнению пресс-секретаря президента, не военные действия. Вообще вчерашний день был полон сюрпризов. Песков снова нес пургу, то Шойгу проговорился или якобы проговорился, что договорняк был на подходе изображать СВО, не беспокоя хохлов по-настоящему. Прям так стройно, в унисон прозвучали эти два государственных деятеля, что слово «случайно» никак не хочет встраиваться в этот день откровений. Короче, какое-то дерьмо, получается, зетников нахуй. Это чё я нахуй, ёб тагадынский конь. Как этот, что ли, становлюсь? Майкл Наки, что ли, нахуй? Ёб твою мать. Вот он откуда берет это все, блядь, дерьмо, значит, получается, Майкл Наки. Вот так вот. Вот и нашли мы его, как говорится, тонкое местечко, блядь, нахуй. Комментарии, блядь. Так, так. Чё этот ебланоид? Я никого не блокировал. Куда он делся? Ушел, все. Да. Да его нету уже, он что-то потерялся. Так что вот такая хуйня. Нет, это какой-то Борисенко нахуй, сука, кремлеёб нахуй. В этом телеграме, блядь, да столько дерьма нахуй. Просто ужас. Так, давайте почитаем. Так. Вот. Короче, эти хотят собраться.
Очередной форум свободных государств пост России пройдет 18-19 сентября на Тайване. На Тайване. Так что, кто в Тайване, можете пойти на форум под названием «Дизайн построссийских пространств, ее влияние на макрорегионы Восточной, Юго-Восточной и Центральной Азии». Пройдет в Тайбэе, Тайвань, 18-19 сентября на базе Национального университета Чengchi. В рамках форума будут работать такие панели, как «Пост России. Новая архитектура коллективной безопасности» и эффективные противодействия оси тирании РФ, КНР, Иран, КНДР и их сателлитам Мадуро, Асад, Лукашенко и другие. Независимое государство пост России, новое геополитическое лицо Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона, поражение РФ в Украине и деколонизация РФ как ключ к предотвращению агрессии КНР и другие. В числе выступающих значится экс-министр иностранных дел Польши Анна Фатыга, бывший сенатор и заместитель министра иностранных дел Италии Джанни Вернетти, бурятская активистка Марина Ханкалаева, заместитель министра иностранных дел Тайваня Вучижун и другие. Следующий форум пройдет в Канаде в октябре 2024 года. Надеюсь, записали. Вот так вот. Такая тема. Так что Навальная пидораска нахуй ничего все равно не добьется. Все равно мы будем ебать нахуй. Как говорится, всех подряд. Так. Проходим дальше. Ага. Давайте посмотрим. Как раз вот насчет покушения и всякой хуйни. От ГУЛАГу нет. От ГУЛАГу нет. Посмотрим насчет... Смола появилась, блядь. Так. Да, Письков он пиздец нахуй. Пиздец нахуй. Писарь ебаный. Так. Так, давайте почитаем ГУЛАГу нет. Так, стрим у него в 00:15. Что он сейчас, у него стрим идет? Итак, стрим в 0:15. Еще тут, ну, про что, блядь. Короче, давайте я вам прочитаю, о чем тут. Так, Невзлин, МБХ, Невзлин, манипуляция ФБК или ФСБ, обнуление российской оппозиции. Волков и Певчих на канале Алексей Навальный выкатили расследование. Волков и Певчих. Вот эти, блядь, которые что-то до этого тоже делали. На канале Алексей Навальный выкатили расследование, обвинив экс-совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина в организации нападения на Леонида Волкова и ряд других членов команды ФБК. В качестве единственного доказательства команда, работавшая ранее с Алексеем Навальным, привела аудиозапись разговора с провокатором ФСБ Матусом, который дал послушать в кафе в Черногории Волкову и Жданову аудиозапись с якобы голосом Леонида Невзлина. Сам файл Матус команде ФБК не передал, и, соответственно, они были лишены права и возможности изучить файл на предмет монтажа и фальсификации, в том числе с применением ИИ и иных файлов ОРМ, полученных ФСБ в результате ПТП и СИТКС в отношении Леонида Невзлина.
Еще раз, главным доказательством якобы расследования певчих Жданов и Волков называют аудиозапись, сделанную в кафе Черногория. Также в этом видео, опубликованном от имени Алексея Навального, приводится запись экранов, который якобы миллиардер Леонид Невзлин. Надо посмотреть его рожу, блядь. Кто такой нахуй? Что за нахуй миллиардер? И что там мутил он, блядь. Под своим именем через мессенджер Сигнал общается с бандитами, нападавшими на инсталляции ШИЗО и на самого Леонида Волкова с молотком. Также расследователи публикуют документ европейской страны на имя Невзлина, который тот якобы отправлял бандитам, стал бы миллиардер организовывать нападение на Леонида Волкова, чья репутация была разрушена в результате серии скандалов. Стал бы он общаться с бандитами напрямую со своего аккаунта под своим именем? Стал бы он отправлять свои ID бандитам и для чего? В наших ТГ и YouTube каналах мы задали вам следующий вопрос. Можно ли доверять агенту ФСБ Матусу и основе лишь его слов и прослушанной в шумном кафе аудиозаписи без исходника файла и его изучения делать такие выводы, как это сделали ФБК? Варианты ответа «да» и «нет» вы можете принять участие в вопросе, результат которого Владимир Осечкин огласит в стриме. Давайте вместе разберем этот кейс и проанализируем, не является ли эта история результатом спецоперации ФСБ России с целью дискредитации российской оппозиции. Обсудим это в стриме в самое ближайшее время. Присоединяйтесь к обсуждениям в чате. Вот такая вот хуйня. Короче говоря, тут получается, как я в начале стрима и говорил, то, что, блядь, детали мы сейчас узнали как раз. То, что нахуй әлі иләмәгән сукмаган, мына сиңа бер ыштан, блядь. Әлі юк нәрсәне нахуй, этот задроченный американский пирог нахуй, никак они нахуй поделить не могут между нахуй Ходорковским нахуй и Навальнягами нахуй, этими навальнисты нахуй с Ходорковским и еще всякая вот эта шушера нахуй. Плюс еще, как обычно, тут нахуй третий лишний, когда говорят, еще есть еще, блядь, как говорится, Путлер нахуй живой, блядь, и эти два долбоеба нахуй делят нахуй зону, как говорится, так скажем, Путлера, блядь. Тут, я не знаю, сюзюгань, да, блядь, нахуй. Поэтому хотелось бы нахуй донести опять-таки Башкортостану и Татарстанга, что нам вот это нахуй, ихние кошки-мышки игры нахуй не нужны. Нам ждать нечего нахуй. Нам надо просто свою волну гнать. Гнать и гнуть свою волну. Нужно конкретно, блядь, освобождать нахуй Башкортостан и Татарстан, блядь, от этой нахуй, это, шайза нахуй, узких, блядь. И все. Другого варианта, я считаю, тут нету. Только мы таким образом можем добиться, получается, независимости. Пока эти нахуй, как шавки нахуй, между собой грызутся нахуй, мы свои дела сделаем и все. И отойдем от этой нахуй ебучей России, блядь, нахуй. Пусть они там потом ебутся нахуй, там навальнята придут, московиту нахуй. Да хоть кто пусть нахуй придет. Хоть, блядь, нахуй Сталин пусть там, блядь, очнется нахуй. Все равно они зомбаки нахуй. И для них как раз зомби нахуй Сталина тоже норм прокатит нахуй. Пусть, как говорится, отымеет их нахуй Сталин снова по теме нахуй коммунизма, блядь. Вот так. Еще это, блядь, вспомнил сейчас. Я тоже, блядь, в этом комментировал у себя в телеге, короче. Какой-то хуеплет нахуй, русский, блядь,
сказал нахуй украинцам нахуй, мы вроде братья нахуй, славяне нахуй, и как бы почему они не сдаются нахуй, блядь? Вот такой нахуй, блядь, дал этот, блядь, выкидон такой нахуй, кому какому-то нахуй корреспонденту нахуй, блядь, как где-то там, блядь, отвечал, блядь. Это что за нахуй логика нахуй? Понимаешь ли нахуй, украинцы славяне, и они, оказывается, узкожопым должны сдаться, блядь. Почему, говорит, они не сдаются, блин? Типа, а чё они нахуй, блядь, сдаваться-то должны, блядь? Нихуя себе, бля. Припух, блядь. Блядь, вы, суки, напали сами нахуй. Блядь, украинцы должны сдаться, блядь, нахуй. Это где нахуй вы живете, нахуй? В каком веке нахуй вы живете, долбоёбы? Даже маленькая нахуй, блядь, я не знаю, как Шанхай или что там, бля, вот это маленькая нахуй, этот, земля, маленькая земля возле Тайвань вроде бы, блядь, Тайвань, блядь, в Китай хочет отжать нахуй. То же самое нахуй. Китай какой, Тайвань какой, Россия какая, Украина какая. Как мне, помню, один украинец говорит, мошка, говорит, со слоном нахуй воюет. Мошка со слоном, блядь. Этот слон нахуй пидорастически напал на мошку маленькую. А тут нахуй этот, должны они сдаваться, оказывается, нахуй. Нихуя. Ой, бля, поэтому я считаю, что, блядь, узких нужно конкретно, как говорится, добивать всем вместе. Всем вместе нужно добивать. Потому что, блядь, нахуй, если, блядь, по одной, нахуй, сейчас мы, если мы их будем брать, нахуй, то получается, вы будете проигрышном варианте в том понимании, что проигрыш будет ваш узкожопый нахуй. Если, допустим, как в Чечне устроить такую тематику, они же видите, как они нападают нахуй. А когда они говорят то, что, блядь, там вот кто-то там нападает там толпой и так далее, у них такая же логика. Где воюет одна Украина, напала вся Россия. Поэтому нужно сделать наоборот нахуй. Остаться должна нахуй эта москалятина, а напасть должна вся Россия на эту москалятину. Понимаете? Один за всех, один за одного или что-то такое, блядь. Как нахуй. Д'Артаньяны нахуй. Вот так надо движение делать, блядь. А не так, что, блядь, нахуй. Это целая куча нахуй народов, блядь, нападает на одного. Это что за хуйня, блядь? Это неправильно нахуй война, если уж на то пошло. Надо честно воевать. Значит, один на один надо биться нахуй. Какого хуя туда едут башкиртар, татарлар, чеченлар и так далее. Не надо тогда этим 179 нациям не ехать туда. Бурятам, якутам. Пусть русня, блядь, нахуй сама разберется с Украиной. Вот посмотрим тогда, как это будет. Вот тогда как раз так и будет, что украинцы их выебут нахуй, блядь, за 3 дня и возьмут Москву. Вот так вот. А может, блядь, так и нужно сделать? Может, тогда давайте разыграем такую политику, что, блядь, та часть, этот, зона, получается, вот эта, от Питера до Украины, пусть отойдет Украине вся вот эта полушарие тогда. Вся Москва, вот это все. Пусть отойдет Украине. Вот как раз таки с Нижнего Новгорода можно отрезать и отдать полностью эту нижнюю часть тоже всю на Украину можно отдать, потому что все равно окраины вот этих России, получается, там все равно украинцы, там и говор их не такой одинаковый. Вот, короче говоря, нужно увеличивать тогда пространство, надо брать Крым также и вот это все. Ну, если Крым, если хотят татары, пусть они отдельно, если хотят вместе, разницы нету. Главное, чтобы уничтожить тогда узкожопых нахуй полностью тогда. Давайте так сделаем. Как вам идея? Короче, с конца Питера, когда Петр Первый нахуй пернул первый нахуй, строил нахуй, блядь, этот Петербург, тогда надо отжимать нахуй, чтобы вот так длинная такая
типа вертикаль пусть будет, сверху вниз, конец это Крым, начало это Питер. А вот та другая часть уже будет идти, как говорится, на нашу сторону. Мы, как говорится, начнем с Мордвы, с Мордовии, получается, до, как говорится, Саха, это будет наша территория. Вот и все. Поделили мы. Нормально? Нормально. Проблем нету. Нижняя часть вот этого, с Крыма до этого, Кавказ, они сами кусок урвут себе, сколько влезет. Сколько хотят, столько пусть забирают. Саратов и Оренбург отходят к Казахстану. Мы там уже сами поделимся. Давайте тогда такую карту надо нарисовать. Срочно надо такую карту нарисовать. И идти к этой цели. Вот и все. Вот как раз таки будет там как раз таки Киевская Русь. Вот там будет считаться Киевская Русь. Столица будет Киев, а Москалятина уже не будет. Вот и все. Москалятину мы же разъебем, там будет музей нахуй. Большой музей, блядь, нахуй. Мертвый город нужно с него сделать. Мертвый город. Выселить нахуй всех. И закрыть нахуй. Как вспомнил. Чернобыль нахуй. Чернобыль, наверное, там надо сделать, блядь. Они же сделали Чернобыль на Украине. А чё? Чернобыль в Москве, если сделать, я думаю, с Питером вместе, как раз нахуй там лет тысяч, там 100, какой 100, блядь, нахуй, миллион лет, как раз 1 миллион лет, там как раз никто не может жить. Как раз нахуй. Узкожопые нахуй все съебутся оттуда. Я думаю, надо туда все-таки бахнуть чем-то нормальным. Чтобы, блядь, там нормально было, блядь. Так, сразу там на лет 100 минимум холодочек пришел, и все. Пусть нахуй, как говорится, пока там какая-нибудь там природа не изменится, до тех пор пусть она будет закрытой. Начнет там, как говорится, живность появляться после бомбежек, то можно будет как-то уже оценивать, что приходит в себя. Вот только тогда потом можно его заново отстраивать. Кстати, наверное, если такую тематику прогонять, наверное, там, блядь, э, пердежный, нахуй, приступ будет у Путлера, нахуй. Если сказать, нахуй, что с Крыма до Петербурга это будет Украина. Примерно так. Поэтому нужно передать войскам Украины, чтобы они шли до Питера. Чтобы они брали все до Питера. И все, пусть они, как говорится, как победители, отойдет все земли им. Нахуя это узкожопым оставлять? Все равно и те славяне, как раз пусть там и размножаются. Вот тогда как раз украинцы там всех перешлепают там. Вот и все. Сделают их настоящими украинцами, а не узкожопами. Валейкум ассалам, Ильнур. Казак, а ты вообще какое отношение к Украине имеешь? Крым не ваш, блядь. Крым татарский. Не ваш Крым. Да, вот такую вот идею, как Лавров говорил, почему украинцы не сдаются. А, Лавров говорил? Ай, сука, блядь, нахуй. Ну, я просто порой иногда слушаю, блядь, не смотрю, блядь, нахуй. Рожи их не, блядь. Почему не сдаются, нахуй. Нихуя, блядь. Попутал, нахуй.
Татары ваши? Кайга яктан буласың? Менме Уфадан булам. Уфадан. Латагут. Татары здесь? Здесь все. Опять этот дом и опять Россия плохая. Евгений, ну, как говорится, не огорчайся, все будет ЗБ. С Русланом Габасом не связывался, а как с ним связываться? Он же белый воротничок, белый галстук, крутые люди, как говорится. Что с ним связываться? Лицо не покажешь, на вопрос не ответишь. В чем смысл этого стрима? Кроме того, что с каждым моим вопросом ты погружаешься все глубже и глубже. Я тебя только вижу, я не читаю, и у меня, блядь, 2 стрима идет, я даже не видел. Что там писал? Сейчас пролистаю. Так. О зависти не ответил. Так какое? Чё? Так, казах, а ты вообще какое отношение к Украине имеешь? Казах? Ты где казаха видишь? Какому казаху задаешь? Комментатору? Ну смотри, Ника дурачков по голословно по обе стороны хватает, только никто за них не вывозит простого разговора. Так, окей, мы сейчас тебя поищем. А что такое Киевская Русь? Ты вообще знаешь? Казах. А что такое Киевская? Я сейчас и казахом буду, и я не знаю уже. В натуре, короче, вот люди заходят, даже не понимают, зачем. Вот это и есть нацизм, блядь. Ты заходишь, не знаешь, какой-то чат, блядь. Хуй знает куда. Зачем, нахуй, блядь, декларировать, нахуй, казах там, блядь, пиздит. Или кто-то там, блядь, пишет, нахуй. Я хуею над людьми, блядь. Я хуею, блядь. Просто можешь задать вопрос, нахуй? Казах он, не казах, нахуй. Может, я француз, блядь. Все, я француз, нахуй. Не зря, нахуй, немцы говорили, нахуй. Швайнен русишь, блядь. Швайнен русишь, нахуй. Ахтун. Ахтун. Тоже мне, блядь, нахуй. Вот, немцы 300 лет рулили в Рабзии. Вот именно. Так, чё? Салават Юлаев, Емеля Пугачев. Так, короче, окей. Вот это нахуй. Так. Вот этого. Давайте нахуй. Убираем мусор. Угу. Так. Тоже нахуй. Скучные нахуй убираем.
Заебали боты нахуй. Ботинки нахуй. Керзовые нахуй. Так. Так. Короче, Дуслар. Просто этот, который много пишет, засоряет эфир, я не вижу, блядь, кому отвечать, кому чё. Казахстан, Татарстан, Башқұртстан алға. Да, біз бірге Алла берсе. Мен қайдан, мен Уфадан дедім бе енді. Шулай. Сәлем салауаттан. Сәлем. Алға, Башқұртстан. Да, я не знаю, что хотели от казаха. Мне обращались, типа, я казах, что-то, блядь, я говорю, блядь, я вот над ними, вот я поэтому я и говорю, нахуй, вот вражки или пидорашки, нахуй, привыкли, нахуй, спрашивать нацию. Я когда, блядь, первый раз, блядь, был в Норвегии, нахуй, это, блядь, мне объяснили, что там этот нацию не спрашивают, нахуй. Это западло, нахуй. Такие дела делать, нахуй. А вражки, нахуй, сперва спрашивают твою нацию, потом только начинают это общение, блядь. Вот какой маразм, блядь. Потом, блядь, начал я догонять, что, блядь, сука, нахуй, мы вроде, блядь, сука, воевали, нахуй, против фашиста, сука, Гитлера, блядь, нахуй, а тут, нахуй, Путлер, нахуй, есть. Вот, блядь, нахуй, обнаружилось через года, нахуй, вкурили, нахуй, все. Вот где, нахуй, был, блядь, фашист ебучий, нахуй, который сейчас ищет это на Украине, блядь. Ебанизм. В Украине нету, нахуй, блядь, фашистов, блядь. Я уж 1000 раз вам это, нахуй, сказал, блядь. Фашистов надо искать только в Кремле, нахуй. Вот эти кремляёбы, нахуй, все они, нахуй, фашисты, узкожопые, нахуй, блядь. Всех нужно, блядь, ловить, запихивать, нахуй, блядь, в печи, нахуй, как, блядь, Хитлер, нахуй, топил всех, нахуй, так же надо топку, нахуй, сделать, нахуй. Кочегарить, нахуй, надо. Круглосуточно, нахуй. Все депутатов, всех нахуй. Прошмандовок. Соловьева, нахуй, блядь, Скобеева, нахуй, в первую очередь, нахуй. И все это, блядь, байду, нахуй. И все это байду, блядь, с телеграмма, нахуй. Шушуру, блядь, с телеграмма, нахуй. Который сидит, нахуй, там, Феррари покупает и так далее, нахуй. На донаты, нахуй. Охуеть. Да, но мат классно троллишь узких. Реально, нахуй. Бля. Голос у тебя похож на моего друга. Озаттак Башқұртстан, Татарстан алға. Казахстан да алға. Так. Да. Объединенные Арабские Эмираты. О, в Википедии уже есть определение, что такое рашизм. Вот.
Ускизм нужно еще, блядь. Ускизм нахуй надо провернуть такую тему нахуй, чтобы их начали называть нахуй узкими нахуй. Они же нахуй пидорасы моих всех, блядь, земляков с Азии говорят этими чурками нахуй. А мы давайте им кликуху дадим нахуй узкие нахуй. Узкоебы, блядь. Или узкозадные нахуй, блядь. Вот примерно что-то такое нахуй. Оскорбительное нахуй, чтобы они всю жизнь мы нахуй об этом про них говорили нахуй до смерти. Что они нахуй узкие нахуй, никакие нахуй не русские нахуй, а финно-угры нахуй. Прям утыкать нахуй, что ты гондон, ты же финно-угры оказывается. Финные угры нахуй, угри, блядь. Вот. И что-то в этом роде, блядь. Не, мы не видели Первый канал, мы не видим. Вот поэтому-то и вот вы-то и видите нахуй, что вы-то и вот эти зомбаки нахуй, блядь, Башкортостанда и Татарстанда, они вот именно смотрят вот эти зомбоящики нахуй, и потом пиздец нахуй. Ну, Ильнур, короче, у меня же телега есть, ты закидывай туда в телегу. В телегу этот, закидывайте мне в этот. Ну, все происшествия, и мы будем обсуждать об этом. Закидывайте, там же все просят везде, чтобы закидывали новости. Чтобы было, как говорится, что распространять. И что там вкратце напиши, о чем там была тема. Угри конкретные, ну а что? Флаг России это Власова. Он говорил, что вернемся в Москву. Подписоту кинул, держи. Давай. Крым не ваш. Крым наш. Не ваш. А, Минобороны обещал очистить курс до 1 октября? Да ну нахуй, блядь. Заебутся нахуй. У них, блядь, нахуй. Я же до этого в другом стриме говорил же вам. Еще даже куда-то писал, блядь. Писал в YouTube. Ну, там, где записки, нахуй. Всякие писанины, нахуй, можно писать. Что, блядь, этот сказал, нахуй, Майкл Наки. Сказал, что, нахуй, 50 километров эти ебланоиды, нахуй, где-то там на Донбассе, хз где, полгода проходили. 50 километров вот этих ебаных квадратных, они полгода шли, блядь, нахуй. Штабелями, нахуй, людей положили, нахуй. 50 километров не могли, блядь, пройти. И они, блядь, вот эти, блядь, которые, пидоросня, которая коррупционная, нахуй, возьмет Курск, нахуй, или там в сторону Курска, очистка будет, да заебутся, нахуй, блядь. Курск, блядь, зашел минимум, нахуй, тысячи квадратных, там, километров, нахуй. А эти 50 квадратных километров не могут, блядь, полгода пройти, блядь. Где, нахуй, блядь, сравнивать-то, блядь? Так что, блядь, жопа с ушами конкретно у них, блядь. Они, нахуй, не смогут. Вот поэтому Башкирбина Татарга, что я хочу вдолбить, нахуй. Давайте мы через Куандыкский коридор зайдем, давайте, вот я готов зайти, вот я сейчас, нахуй, блядь, народ соберется, блядь, я говорю, Куандыкский коридор, соберу нахуй все, барахло нахуй, скажу, так, подождите нахуй меня, французы, я сейчас быстренько съезжу нахуй кое-куда, и все нахуй. И все, мы зайдем нахуй в Башкортостан нахуй. И пусть нахуй какая-то сука подойдет потом наш Башкортостан с Татарстаном. Заебутся нахуй. Заебутся нахуй к нам заходить, блядь. Понимаете? Поэтому, блядь, как овса одна какая-то написала. А что ты хочешь, чтобы было как на Украине в Башкортостане у нас? Или в Татарстане? Я говорю, да. Если, блядь, узкожопые нахуй захотят, так и будет. Может даже, блядь, 5-я Чечня будет у нас нахуй. Да и вообще похуй, что будет, блядь.
Лучше нахуй сдохнуть, блядь, чем нахуй быть рабами нахуй. Поймите это. Потому что нахуй тем, что ты нахуй, если тебе, допустим, 30, и тем самым, что ты, блядь, еще полтинник поживешь нахуй, или не поживешь нахуй, ты все равно не знаешь, блядь, сколько тебе осталось жить. Я считаю, нахуй, лучше сдохнуть, блядь, да, если на то пойдет дело, да, ведь, если уж придется умирать. Лучше уж сдохнуть, но зато, блядь, нахуй, освободишь для своих, блядь, предстоящих, так скажем, будущих детей, внукам, блядь, что-нибудь останется, блядь, чем нахуй просто тупо сейчас башкирт bilan татар баралар да үләләр Украинада. Зачем? Зачем умирать на Украине? Невинных украинцев пытаться еще убить. Сам же там умираешь, блядь. Просто это тупость нахуй. И сколько можно вот это нам, блядь, это говорить, мусолить, я не знаю, блядь. По сути, мы каждый день одно и то же и говорим, блядь, по сути. Но выхода нет. Моя задача, нахуй, долбить это, нахуй, значит, получается так. Пока мы не подымем людей. Даже вы же, вот я говорю, вот до этого говорил, э, третий канал открыл, Ютуба, нахуй, еще один канал. Даже там, блядь, 50 человек подписаться не могут. Башкортостан, Уфа. Даже легко запоминается. Башкортостан, Уфа. Если кому не трудно, подпишитесь. А не то, что там выходить на улицу там с ружьем или еще что-то в этом роде. Ну, поэтому хотя бы давайте мы соберемся пока хотя бы в Ютубе, там, в Телеграме, чтобы конкретно уже действия какие-то делать. И плюс еще один разговор был насчет, постоянно я об этом говорю, насчет денег. Вот, допустим, блядь, вот все мы, нахуй, вот, которые топят, нахуй, за свободу, да, ведь, да, по сути, ни у кого нету денег, нахуй. Давайте нахуй, блядь, призывать нахуй всех, блядь, нахуй, вот этих, сука, наших, блядь, татар, которые нахуй там наворовали нахуй, блядь, с Башкортостана, с Татарстана, блядь, нахуй, башкорты, татары, блядь, которые нахуй рано или поздно нахуй знают, что сольется нахуй и Хабиров, и Путин нахуй, и вам нахуй, блядь, некуда деваться, мы же вас нахуй всех будем нахуй вытрясивать потом. Поэтому лучше давайте вы нахуй сейчас уже соберитесь нахуй, давайте нахуй начните донатить нас нахуй на автоматы, блядь. Давайте нахуй донатьте нас на дроны, автоматы. Давайте организуйте нам действия нахуй какие-нибудь. Акчаларыгызны күтәрегезне тыгып ятмастан. Трогыз, босыгыз, блядь. Сколько можно уже нахуй вот это все делать? И вы думаете, что Украина нахуй воюет там берет деньги, там берет. Нет. Вы подумайте, как в начале Украина начинала. Украина на донатах воевала. Где вы такую армию еще видели? На донатах. Это реально показывает, что мы не в древности воюем. Это чисто нахуй для тех долбоебов, которые не вкуривают, что сейчас мы нахуй в 21 веке воюем. Есть возможности нахуй, видите, этот интернет, Wi-Fi, доната, блядь, банк, блядь, онлайн-банк, интернет-банк, нахуй. Все это можно реализовать. Но для начала нужно нахуй, блядь, нужно подключить нахуй инвесторов. Но на донатах нахуй, блядь, далеко не пойдешь. Но и то Украина держится и держалась на донатах. Только донаты их, как говорится, спасали. Поэтому народ вроде бы как-то шевелится, а наши чё? Наши чё? Нихуя. Поэтому я считаю, что все вот эти, которые сейчас перепиздили наш Башкортостан с Татарстаном, коррупционные нахуй, черти наши, блядь, вам время нахуй проснуться и пойти по нашему пути. Проснуться сейчас, потому что вы нахуй все равно, блядь, вывозить с Башкортостана, с Татарстаном нихуя ничего не будете. Мы все нахуй у вас заберем, блядь. Мы зайдем нахуй, как, кстати, голые, как говорится, гол да сокол нахуй, или как там, гол как сокол, блядь. Вот такие нахуй. И нам, блин, нахуй, блядь, ничего нахуй, блядь, кузыбызга көрінмей. Мы ничего нахуй не будем выбирать нахуй. Нам будет похуй нахуй. Ты богатый там или бедный нахуй.
Пойдешь нахуй с нами воевать или нет, нахуй, там будет решение быстрое, нахуй. Не пойдешь, нахуй, пуля в лоб, вот и все. Не идете, нахуй, значит, нахуй, вы враги наши. Вот и все. Поэтому Башкортостан и Татарстанга еще раз повторяюсь. Вы, мана, біздің кебі қара халық болсағыз, Алнагас Брейверна, что если мы создадим независимое государство, Аллах верса, от Русни, блядь, нахуй, отделимся, нахуй, у нас не будет, нахуй, вот такого ебанизма, как сейчас. У нас будет нормальная демократическая республика, до которого, нахуй, никто не доебется, нахуй. У нас будет все чики-пики нормально, без всяких, нахуй, блядь, ебаных, нахуй, коммунистов, нахуй, или там путинистов, нахуй, русистов, нахуй, и нацистов. Вот этого ничего у нас не будет. У нас будет, нахуй, все нации, нахуй, ни на кого наезжаться не будет, нахуй, кроме узкожопых, нахуй. Узкожопых, нахуй, пинайте, хоть что делайте, нахуй. Их за это даже статьи не будет, нахуй, за избиение, нахуй. Разъебете им, нахуй, пару зубов, хуйня, нахуй, вам ничего не будет. А они, нахуй, пусть пиздуют, нахуй, себе москалятину. Нам, нахуй, пощады, нахуй, им не нужно никакой показывать. Вот и все. Вот и все. Это те черти, которые, нахуй, спиздили, нахуй, детей, нахуй, с Украины, нахуй, и между собой делятся, нахуй, там. И их, блядь, тоже, блядь, делают зомбаками, нахуй, заставляют стать узкожопами, нахуй, украинцев. А нам нихуя никто не нужен, нахуй, из этой категории, нахуй. Ни дети их, ни они, нахуй, никто нам не нужен. Вот и все. Поэтому нам и усыновлять, и их, нахуй, да вообще мешать с нашей кровью уже надо, хватит, перестать, нахуй. Особенно Татарстану, нахуй. Шукунланларга, блядь. Которые, нахуй, в зубы, в десна целуетесь, нахуй, с этой узкожопами, нахуй, блядь. Вся Казань, нахуй, сброд винегреда, нахуй. Хуй поймешь, кто там татар, кто урос, блядь, эцеккен, блядь, государство, блядь. Наеблись, нахуй, там, непонятно, и винегрет, нахуй, создали. Потом говорят, нахуй, там татары такие, тут татары такие. Конечно, нахуй, будут там такие, тут такие, нахуй. Если в Казани, нахуй, не дают нам жить нормально, если на то пошло, блядь. Выгоняйте нахуй оттуда, блядь, узкожопых, нахуй, всех. Поэтому, нахуй, я вот так посмотрел по карте, нахуй, Татарстан тоже больно сильно маленький какой-то. Надо по краям все хапать. По краям все надо будет забирать. Вот до границ Оренбурга нужно будет все забирать. А там дальше границ это будет Казахстан. А верхушку надо забирать полностью, я думаю. Чтобы увеличить чуть побольше, нахуй. Башкортостан и Татарстан должен увеличить свои пространства. Больно сильно маленькое, нахуй. Можно даже сделать так, чтобы Татарстан граничил с Казахстаном. Как раз вот эту тематику можно прогнать. Потому что ниже Татарстана все равно, блядь, там узкожопная территория, так скажем, как это называется, блядь, зона, так скажем, отчуждения. Пиздец, нахуй, сутулый, блядь, сутулый, нахуй, понятно. Ой, блядь, тут пишут мне, нахуй, если от нас отсоединитесь, то вы друг друга сожрете, людоедами станете. Ай, нахуй. Тебя рано или поздно поймают, будешь потом на бутылке извиняться. Хуль меня ловить, чё я нахуй, блядь, где-то нахуй. Спрятался, что ли, нахуй, ловить меня нахуй. Странные какие-то, как будто я где-то бегу нахуй, куда-то нахуй, прям тороплюсь нахуй. Странные какие-то нахуй. Я нахожусь нахуй, дома нахуй.
С окна вам нахуй, хуярю нахуй. Вот, видите, нахуй, вот видите, вот смотрите. Вам до этого, что я вам говорил? Блять, на словах можно этих пидорасов ловить даже, блядь, нахуй. Вот эти, говорит, пишет нахуй, говорит, на бутылке я буду извиняться, оказывается. Вот, блядь, они нахуй в Европе ищут геев, в Украине ищут нацистов. Кто тут нахуй, блядь, бутылочник нахуй? Я вам до этого рассказывал, что, блядь, во всех тюрьмах везде, нахуй, используют бутылки и, блядь, швабры, нахуй. Я вам в тот раз предлагал еще вантусы. Закупите вантусов, нахуй. Вот на вантусы мы вас будем сажать, нахуй. Чтоб, нахуй, блядь, уже конкретно, нахуй, сесть, нахуй, и уже, чтобы оно не вылазило никогда, нахуй. Так что вот так вот. Вантуса жопные будете вы уже, блядь, нахуй. Не узкожопные, а вантусожопные, блядь. Ой, блядь. Вот после этого они говорят то, что нет, мы нахуй, мы не голубые, нахуй. Да вы нахуй, блядь, те еще нахуй. Развратники, нахуй, ебаные. Скажи свой адрес. Блядь, нечего вам сказать, что ли, нахуй? Скажи адрес, покажи рожу, покажи, блядь, попу, нахуй. Еще что вам показать, нахуй? Что еще вам показать? Вот, нахуй, показал, нахуй. Вот, блядь. Вот стена, нахуй. Видите, вот. Да, извращенцы, пиздец извращенцы, нахуй. Они сами пишут об этом, что меня на бутылке, нахуй, посадят, оказывается. Видите, блядь? Потом говорят, нахуй, что, блядь, в России нет голубых, нахуй. Да ёб твою мать. Я даже могу сказать, нахуй, где тусуются голубые, нахуй. В московских болотах, нахуй. Я вам скажу, так, сейчас, чтобы, блядь, нахуй, вдруг интересно вам будет, нахуй, сходите, ладно? Они, конечно, очень скрытно это все делали. И вот это где? Курск, это, блядь, кстати, нахуй, Курский вокзал, блядь, сука, сука, смешно, нахуй. Курский вокзал, нахуй. Курское метро, блядь, или Курский вокзал. Ну, короче, где Таганка, блядь, Курская, нахуй. Вот, блядь, если не ошибаюсь. Вроде там так было. Короче, там есть торговый центр, нахуй. Огромный был, блядь, не помню, как называется. Ну, какой-то, нахуй, торговый центр. Короче, на Курский вокзал, поняли, да? На кольце, короче. На кольце, на Садовом кольце, нахуй. Если снизу вверх смотреть, с правой стороны. Курский вокзал. Вот там есть, нахуй, э, вот Садовое кольцо, а есть еще параллельно улице, нахуй, вот там узкие такие затычки, нахуй, начинаются ебанутые там. Вот здесь вокзал, торговый центр огромный, за торговым центром вокзал еще есть, Курский. И вот получается, от него чуть, до него, блядь, будет поворот, нахуй, туда, вниз, нахуй, на параллельные узкие улички, блядь, такие, нахуй. Вот там, нахуй, вся ваша элита голубизны, нахуй. Вся элита, нахуй. Вот там, нахуй, блядь, потом мне не надо говорить, что, нахуй, блядь, вражки, пидорашки, нахуй, что нет геев, нахуй. Все, нахуй, геи, нахуй. Все трансы, блядь, хуянцы, вот там, нахуй, устраивают, нахуй, дискотеки, нахуй, клубы у них там, понимаешь ли, нахуй. Пиздец, нахуй. И, как говорится, не благодарите, нахуй. Адресочек, нахуй, вам так, бесплатно. Поищите там, найдете.
на вашу жопу бутылочку. Вот так вот. Ну, сам прятается, боится. Я не боюсь, нахуй, прятаться. Ты, как говорится, вот меня увидел, не увидел, нахуй. От этого тебе что, нахуй, блядь, тепло или холодно, нахуй? Евгений. Странные, нахуй, люди, поражаюсь над ними, нахуй, блядь. Просто удивляюсь, нахуй. Разница, нахуй, от того, что, нахуй, я покажусь и буду говорить, нахуй, ничего не изменится. Ну, может, если я покажусь, нахуй, может, рейтинг, конечно, изменится моего канала, блядь. Вот это будет интересно, конечно. Но я подумаю об этом. Ну, короче говоря, время еще не пришло к этому. Вот так вот. Черти это вы, нахуй. Черти это вы, нахуй. Как там, нахуй? Сергей Сергеевич, нахуй. Пушкин, нахуй. Вы, нахуй, давайте, нахуй. Хватит с африканцами, нахуй, ебаться. Пушкинов, нахуй, не создавайте, нахуй, там, ладно? Самый большой, кажется, гей-клубов это Москва. Ну вот я говорю, там все, нахуй, все. И как там в песне, нахуй. И Метелкин, и Дюжев, нахуй, и все там, нахуй, блядь. Ой, блядь. И потом они, блядь, бубнят тут мне. На бутылку, нахуй. На бутылку, нахуй. Вот вы, нахуй, там. И в бутырке, нахуй, и в бутылке, нахуй. Как джины, нахуй. Так что вот так. Блядь, я хуй его, блядь. Опять вот здесь пишут про казах. При чем тут казахи? Про казахов только могу сказать одно. Башкортостан с Татарстаном, когда встанет, они нас поддержат. Это однозначно. Поэтому, как говорится, вы еще нахуй так пиздюлей получите, нахуй. Вы заебетесь, нахуй, блядь. Бежать, нахуй, блядь. С Башкортостана, с Татарстаном, нахуй, блядь. Просто, как я в тот раз уже говорил, нахуй, наши манкурты, нахуй, никак не могут, нахуй, оттрезветь, нахуй, от вашей, нахуй, как говорится, денежной, нахуй, помощи, нахуй, нашим, блядь. Если бы наши, нахуй, не были бы продажными, нахуй, были бы нормальными мужиками и нормальными бабами, то мы бы давно вас разъебали бы уже, давно. Просто суть человека Аллах создал так, что есть нафс, эго свое. Люди свое эго не могут, как говорится, засунуть куда подальше, из-за этого они голодные, нахуй. Этот голод их не дает покоя, из-за этого вот такая ситуация у нас. Поэтому пока вы банкуйте, кайфуйте, убивайте людей, но потом мы вас будем, нахуй, на бутылочки сажать ваши. Вот так вот. Я вообще считаю, блядь, нахуй, вот надо раздолбать Кремль, короче, да, ведь, и на все эти кирпичики красные, нахуй, посадить всю эту элиту.
узкозадую нахуй. Пусть нахуй чуть-чуть посидят на кирпичах. На красных кирпичах. Вот так вот. Чтобы было нахуй о чем подумать. Напоследок. А то начинает писать мне нацист, блядь. А вы кто такие нахуй? Фарид Садриев нахуй. Худагбаш Улсин, блядь, нахуй. Телесе нәрсе син килгәнсең сүләргә нахуй. Ошамасан нахуй. Чык та тоймыннан нахуй. Пәттәгеңне кашлап утырма монда. Так. Ты за Паниным будешь в списке за извиняемыми перед россиянами. Заебешься нахуй, блядь. Ждать нахуй. Так что лучше покупай вазелин нахуй. Скоро мы приедем к вам всем. Разъебывать вас нахуй. В начале эфира написано стрим о чем? Стрим, как выебать нахуй Путина нахуй. Чтоб он не сдох. Оставить для туристов. Для показухи. Давай. Катись нахуй, Крым наш, блядь. Крым наш, а не ваш, блядь. Тіліңні қысқа тұт, бик шақшы сөйлешесің. Шақшы? Сен Қазаннан мынай? Мына шу Қазаныңдан нахуй сен башта урыслар белән разберись нахуй, потом мен язырсың. Ярымы? Шақшы сөйлешесің. Бездә шақшы демиләр бездә. Пычрак дияләр. Так что давай. Тіліңні нахуй юып нахуй урысларга әтәч кебек нахуй чыга башла. Ярымы? Фәрит, блядь. Сөйлесең мен монда. Бездә әйтәләр күтеңне өрәт дияләр. Күтеңне. Күтеңне өрәт. Так. Интересно, когда вот так, блядь, нахуй посылаешь, блядь, они не могут, блядь, писать, да, уже? Все, пиздец. Вроде не могут. Заебали, нахуй. Засоряет, нахуй. Поэтому, дуслар, что я могу сказать вам? Не нужно быть манкуртами. Хватит уже, надо расчехлиться уже от этой всей хуйни. И постараться уже, как говорится, ну, я думаю, блядь, подумать о нас, наверное, блядь. Что будет завтра, блядь, с Башкортостаном, с Татарстаном и так далее. Я думаю, знаете, как будет, блядь? Мы, наверное, досидимся до конца, нахуй. Никто никуда не будет рыпаться. Будем сидеть, 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 нахуй. Лет 50 еще. И потом уже, нахуй, нам уже ничего не надо будет делать, нахуй. Потому что Путин сдохнет, навальнята придут. Навальнята, нахуй, все, блядь, навалят там, нахуй. И все, нахуй. И нет тут Башкортостана, и нет Татарстана, нет Чечни, нахуй, нет Дагестана. Вот и все, нахуй. Останутся только, нахуй, манкурты. Манкурты, которые просто будут, нахуй, обитать там как быдло народ. Быдло народ, нахуй, который, нахуй, ни имени, ни отчества, нахуй,
Ни отца, ни имени, нахуй. Или как это говорят, нахуй. Вот так вот. Будет, нахуй, кошмар, нахуй. На улице Вязова, блядь. Я еще 20-х говорил всем устроить охоту на зайцев кремлевских. И сейчас не было бы такое. Не было бы такой беды в каждой семье. Мужчины не погибали, но меня никто не послушал. Вот результат. Ну, не знаю, не знаю, конечно, бля. Наточка, ты откуда такая нарисовалась? Чё, не знаю, не знаю, с крызами живешь? Все четко, один хлеб едим, одну воду пьем. Кыргызы тут при чем, я не могу понять. Порой, блядь, мне кажется, тут такие люди сидят, номад, такие люди тут сидят, нахуй, о своей болезни там пишут, блядь, о наболевшем так, порой пишут, мне кажется. Ну ладно, давайте я вас полечу. Я могу психиатром побыть для вас. Так, значит, получается, с крызами живете? Ну ладно, молодцы. Так держать. Это прям как в том, постоянно, как анекдот у меня это, блядь. В Москве, нахуй, паспорт, а, им говоришь, нахуй, менты останавливали раньше. Откуда? Я говорю, с Башкортостана. С Кыргызстана? Блять, нахуй. Я говорю, с Башкортостана. Они, блядь, даже не знали, что есть Башкортостан. Потом я говорю, город Уфа. Не-не-не, вытащи, говорит, паспорт. И они заставляли вытаскивать паспорт, блядь. Это такой, блядь, маразм, нахуй, в этой пидорашке, блядь, что, блядь, тебе, местному, нахуй, этому, нахуй, блядь, так скажем, в кавычках, россиянину, нахуй, нужно носить с собой паспорт, чтобы, блядь, гнилой мент тебя проверил и убедился, что ты россиянин. Ебануться можно, нахуй. Вот здесь, нахуй, сколько я, блядь, в Европе живу, нахуй, никто, нахуй, я, блядь, на улице ментов, блядь, даже не видел. Если даже где-то увижу, нахуй, никто, нахуй, у меня, блядь, не требует паспорт. А, блядь, в Москве, нахуй, и в Уфе, блядь, везде требовали паспорт, нахуй. Был такой же, блядь, прикол. В Уфе идем с братьями, блядь, останавливают менты, нахуй, на центральном рынке. Паспортный контроль. Ебанутые, нахуй. Хотят стрясти бабла, нахуй. Просто и все. Все, я говорю, блядь, в Уфе, нахуй, паспортный контроль. Вы ебанулись, я говорю, нахуй. Я говорю, мы местные, блядь. Паспортный контроль, нахуй. И, блядь, нахуй, у кого-то из нас не было паспорта. Пиздец, нахуй. Укатали, всех забрали в обезьянник, нахуй. Сука, проверять нас, нахуй. Вот такая хуйня. Вот в какой стране, нахуй, вы живете. А избавиться от такой ёбнутой, нахуй, ментовской страны, нахуй, только один выход. Въебануть всех ментов. Правительство это менты, нахуй. Конченые. Точнее, нахуй, ихняя система ментовская. Вот так вот. А вы ихние, нахуй, заключенные. Понимаете? Вот так вот. Вот поэтому, нахуй, чтобы вот этого, как, чтобы все народы говорят везде, тюрьма народов, нахуй. Рашка пидорашка, тюрьма народов. Вот из этой тюрьмы, нахуй, как раз надо вылазить. Пока, нахуй, есть шанс.
Сильно башкир сейчас щемят в Российской Федерации. Ну да, ну как сильно. 90 человек, вон, Алсынов сидит. За ним, кто за него вышел, этот, забастовку делать, 90 человек тоже засунули. Дети вон без отцовщины растут. Жены, как говорится, недоебанные. Нахуя, блядь, нахуй? Это нам нужно. Башкирпина татарга. Зачем нахуй, блядь, вот это все блядство нахуй, терпеть? Сколько можно вообще, вот я не могу понять, блядь, ну вот эти же люди нахуй вышли, блядь, из-за куста у какого-то, блядь, 90 человек там, но там-то вышло дохуя людей, но 90 загребли. Ну вот представили, но эти же люди вышли, эти люди, значит, есть, чё, бля, получается нахуй, чё, получается, вы перед тем, как туда выходили, вы не думали, что вас возьмут, что ли? Бля, я помню, блядь, даже тот момент, когда выходил Алсынов с суда, ну так скажем, и говорит, я сам не ожидал, говорит, Алсынов, я сам не ожидал, блядь. Я говорю, еблан, я ему уж, блядь, тут, как говорится, в телефон кричу, долбоеб, я тебе говорил, чтоб ты вылазил нахуй. Он не вылез нахуй. А потом говорит, я не ожидал, я же не виновен нахуй. Как можно такой ментовской стране нахуй говорить, что ты не виновен? Каждый должен понимать, что вы виновные, и вы всегда должны принимать вину. Вам сказали, что у вас нашли наркоту, вы должны принимать, не должны отнекиваться нахуй. Сказали нахуй, что у вас есть бутылка в жопе нахуй, вы должны принимать как есть нахуй. Говорить, что нету, но на самом деле есть. Поэтому, исходя от этого, нахуй, вы, нахуй, на ошибках нихуя не учитесь. И чё, нәрсеке сіз, блядь, 90 киши утырды, вот мы забастовку сделали, нахуй, где-то на Баймаке, что-то сделали, все, больше не выйдем. Вот так, да, сидите? А, блядь, у вас нету, нахуй, такой, блядь, как-то солидарности, нахуй, что, блядь, вот Алсынова посадили, 90 посадили, а моя хату с краю, что ли? Где эти нахуй 1,5 миллиона башкортов и татар нахуй 5 миллионов нахуй, которые просто за солидарности нахуй выйдут, потому что нахуй наших братьев засунули в тюрьму ни за что. Кто выйдет нахуй? Кто, блядь? Кто жопу подымет нахуй? Не надо нахуй ради Куштау, блядь, выходить нахуй. А надо выходить за людей, за людей. Нам, блядь, горы не нужны нахуй. Я 1000 раз это повторяюсь, нахуй. Надо за людей выходить. Кто нахуй за Алсынова, блядь, забастовкой вышел? Никто нахуй. Вон один ебланоид молокосос вышел, блядь, это рэпер, блядь. Айтуган или как его зовут нахуй. И съебался, блядь, в Америку. И чё? И чё? И в хуй не дует сейчас ему. Ничего не интересно ему нахуй. Вот такой нахуй эгоизм нахуй и приводит к тому, что мы, блядь, разобщенные. Мы не можем сплотиться нахуй. Шунарга bizны, блядь, сигәләр. Нәрсәгә, блядь, сүз бар, бердәм булырга кирәк. Бердәм, без бергә, бердәм булырга кирәк. Нәрсәгә без нахуй, блядь, урыс кебек үзебезне тотабыз, а? Без бит урыс түгел, блядь. Бергә булырга тиешбез, бергә менә. Даже, блядь, вообще вот даже касаниесы юк, независимая страна Казахстан, алар за нас топит. А ішінде, Башкортстан ішінде татары да бар, башкорты да бар, нахуй. Мары, Мордва, блядь, Чуваш, блядь, мы не можем друг другу помочь. Чё за нахуй? Дагестанцы чеченцам не могут помочь. Чеченцы дагестанцам не может помочь. Ссоры у них тоже какие-то бывают. Кавказские, блядь, притом еще. Пленники. Поэтому я не знаю, блядь, нахуй. Чтобы утереть нахуй всем нахуй нос нахуй, блядь, нам нужно сплотиться. Только сплоченность
будет нахуй решать все. Только сплоченность нахуй. Мы, башкорт, блядь, татар, если мы сплотимся, нам, блядь, никто не будет помехой, поймите. Никто нахуй не встанет нахуй. Пусть будет нахуй из этих там 6-7 лямов, если мы всего нахуй, допустим, да, из них пусть 1 лям хотя бы нахуй пусть станет. Да хотя бы ладно полмиллиона встанет нахуй. Никто нахуй на нас не пойдет. Не говоря, что я говорил по 1000 человек с каждой страны. По 1000 человек с каждого региона. И 1000 человек хватит. 1000. 1000 башкиртов, 1000 татар. Все, вышли и пошли. Где эти 1000, 2000 людей, которые реально могут выйти и сказать, что Путин это пидорас, Хабирова нахуй намыло и так далее. И мы не хотим жить нахуй. Как вот кто-то мне говорил, что почему мы не можем сказать, что мы хотим референдума. О выходе нахуй. Крым же они референдумом забрали. Типа, в кавычках. Захватили. Давайте мы тоже сделаем референдум нахуй и выйдем из состава России. Башкортостан, Татарстан нахуй. Пусть должен выйти нахуй. И все. Как мы тронемся нахуй, рядом все регионы тронутся. И ничего не сможет сделать нахуй. Вы чего боитесь? И вот этого я не могу понять нахуй. Чего можно бояться? Я его просто, когда, блядь, вся толпа выходит, Башкортостан, блядь, Татарстан, нечего бояться. Я вообще вот не могу даже найти смысла, в чем там бояться можно, блядь. Убьют? Ну, блядь, дальше смерти вы никуда не пойдете, блядь. Вы что хотите, нахуй? Что-то, нахуй, в этой жизни, что-то еще, блядь, увидеть, что ли, кроме смерти? Кроме смерти, что вы еще хотите увидеть, блядь? Третьего варианта нету. Есть жизнь и смерть. Третьего варианта нету нахуй. Вы точно нахуй на Луну не попадете нахуй. Нету третьего варианта. Только есть два варианта. Живешь, как паскуда последняя, или смерть нахуй. Героя. Нет, им нужен раскол, тогда проглотят. Разве Сталин не уничтожил миллионы людей? Ну, Сталин, Гитлер, Путлер нахуй сейчас. Одно и то же. Все, блядь, нахуй. Одна доктрина нахуй. Все они нахуй где-то читают это поеботину нахуй и одушевляются, блядь, понимаешь ли. Вот, я буду нахуй таким петухом, блядь. Бля, опять какой-то Кутахсанах вышел. Русские наши братья. Ой, бля. Если узкожопый нахуй тебе брат нахуй, я тебе точно не брат, блядь. Я тебе точно не брат нахуй. Братья нахуй. Узкожопые нахуй нас никогда не считали братьями. Они нас считают рабами. Есть разница нахуй. Раб и брат. Примерно так, надеюсь, я объяснил. Не нужно нахуй сравнивать здесь, блядь, что, блядь, нахуй есть у них какая-то доброта, блядь. У них нет доброты никакой. У них есть только захват, захват, захват. Если бы они были бы нахуй адекватными, они Беслан, блядь, не взрывали бы с детьми нахуй. Чеченцев нахуй, сейчас украинцев, этого ничего не было бы. То же самое, что в Палестине творится. Эти евреи, пидорасы, что творят там над палестинцами? То же самое.
И эти узкожопые нахуй делают на Украине. Одно и то же, одно и то же. Они люди делили на сорта. Вот именно, вот именно. Вот этот нахуй гнилой, блядь, нацизм, блядь, и фашизм, блядь, у них, блядь, в крови, блядь. Поэтому, нахуй, мы должны, нахуй, срочно захватить все, нахуй, территории свои, нахуй, и отделиться от этой узкожопых, нахуй. И может быть, нахуй, и может быть, которые, нахуй, останутся в Башкортостане и в Татарстане, их всех, как они говорят, ассимилировать, нахуй. Срочно, нахуй, блядь. Переебать всех их, блядь, нахуй, чтоб там уже родились, нахуй, метисы, там, башкир, моржа, татар моржа, вот примерно такие. И в итоге потом их, нахуй, там же, нахуй, законсервировать, нахуй, чтобы от этих детей уже появились нормальные, нахуй, наши нации. Вот и все. Вот таким образом, нахуй, только можно будет переделать их, пидорасов. По-другому никак. Можно даже сделать так, что всех, блядь, мужиков, нахуй, выселить в Москву, нахуй, только оставить женщин. Вот и все. Чисто для инкубаторства. Больше никак. Для инкубаторства попользоваться, нахуй. И, как говорится, пройдет жизнь и это. Опять какие-то нахуй сталинисты, хуеплеты повылазили. Заебали эти хуеплеты нахуй. Опять вот так вот. Нет, в натуре, как они сюда заходят, блядь? Я хуй знает, как они на стрим попадают. Вот это удивляюсь, нахуй. Это же не ТикТок, нахуй. Как в Ютубе так это можно залететь в чужой стрим, блядь? Удивительно, нахуй. А еще удивительно то, что, блядь, весь сброд заходит, блядь. Наших нету, блядь, наверное, здесь. Там пару людей что-то писали и все потерялись. Ютуб вообще замедлили? Нет этой рашки, пидорашки? Кто-нибудь есть из рашки тут? Ютуб замедленный или что? Мне кажется, он замедлен, поэтому нахрен нету сейчас и татарлар, башкортлар тоже не уюклар. Да, узкие враги тюркам. Да, блядь, шаблонные смски какие-то, блядь, шаблонные, блядь, все. Как будто кто-то копирует, кидает, копирует, кидает. Так. Ахмад Сила буду, иншаллах, иншаллах, иншаллах. Ты хоть иншаллах научись правильно писать.
YouTube тормозит на России, хотят закрыть. Пиздец будет, да потом, если закроют, точно нахуй, блядь, зомбаками они будут нахуй. Потом уже там только, блядь, всякими респираторами нахуй, противогазами надо будет заходить к ним нахуй, чтобы не заразиться нахуй ебланизмом. Да уж. Нет, тут, блядь, у меня же с двух сторон, я и там читаю. Видать, боты кабинетчики реальные, нахуй. Я его здесь пиздец их до хрена. Я просто херею, блядь. Короче, Туганлар, короче, как обычно, я где-то 4 часа, ёпта, 4 часа я пиздил, оказывается. Давайте, короче, будем прощаться, наверное. Вот так вот. Ника, ты зашла в этот телегу, нет? Что-то ты не написала. Кто там в телегу ко мне зайдет, кто хочет общаться, что-нибудь маякните там, Ника там я, или кто там. Там чужих нету. Чужих я сразу удаляю нахуй. Все свои. Нет, у меня уже, блядь, 3 часа ночи, нахуй. Надо округляться, нахуй. Угу. Мурат Танащука. Рахмат. Ну, Ника, если что, пиши в телегу, короче, я вырубаю. Всем гостям Рахмат. Будем закрывать, короче, потихоньку. Потому что 4 часа это тоже дохера, потому что смысл этого, я попробую тоже, вчерашний тоже я не делал, что-то я не смог сегодня этот, э, типа, разделять надо чуть-чуть это, блядь, люди заебутся смотреть, как говорится, да? Поэтому порой надо, наверное, по часу только делать, что ли. Жги дальше. Я ФСБ, блядь. Понятно, нахуй. Давай. ФСБшники, ну что там, накупили бутылки, нахуй? Сколько там будете сажать уже людей? Так, опа. Кто-то мне написал, хватит в России гадить, гадьте в Европе, само собой. Какой-то хуеплет мне комментарий написал. О чем нахуй там речь была? Надо еще понять.
М. Давай, хай из Татарстана. Так, все, Дуслар, короче, на сегодня, наверное, хватит. Я просто не могу понять, как мой эфир, блядь, этот, можно увидеть, блядь. Вот этого я не могу понять, нахуй. Удивительно, нахуй. А, ну да, да. Мне кажется, порой они боятся даже, что пишут, нахуй. Пишут и удаляют. Короче, этот, Дуслар, время уже 4 часа этот. Я торчу. Наточка, что ты, что там, за что тупишь, я так и не понял. Руслан Ханов, хай из Татарстана. Хай, хай. В Башкирии уже 6 часов. Блять, а что, наверное, 6? Охуеть. Да, у нас 3, блять. Че, короче, Дуслар. Надо это заканчивать. Люди подписываются и приходит уведомление, что ты включил стрим. Ну, ну понятно, да, такой понимаю. Но здесь же одни боты пишут, они явно уже не подписаны у меня. Вот они как приседают сюда, вот это интересно. Или они, блядь, разыскивают, где же нахуй ночью, блядь, эфир идет.
Здесь же вроде так в Ютубе не видно, эфиры идут или нет. А в ТикТоке видно, что эфир идет. Листаешь, эфир идет. А в Ютубе нахуй тоже, наверное, листать что ли надо, эфир, чтобы найти. Вот этого не могу понять. Тебе пишу про то, как люди попадают, видят стримы, ты же спросил. Ну да, да. В Краснодаре 4. Как 4, блядь? Один час разницы, что ли? Со мной? Странно, бля. Или так и должно было быть. На Краснодаре что, как в Москве, что ли, время? А, листаешь по эфирам и выходят все эфиры? А, нихуя себе. Это как в ТикТоке получается. Странно. Ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас попробую полистать. Так, что происходит? М, Так, так, эфиры. Интересно. Ну, у меня только подписки. Если я подписан, вот телеканал Дождь, вот их не могу видеть. Блять, странно, блять, все равно. Ну, короче, как-то мудрят, значит, понятно. Может, у меня Android, нихуя не видно там. Может, у вас iPhone, поэтому так. Казахстан 6:11. Ужас, бля, пиздец. Здесь время 3:13 уже. Залужный официально признал потери 3:1. Львов полякам, а вам какая разница к полякам и до Львова? Хз. Да одни боты, говорю же. Я в Ютубе вижу и ТикТок видео тоже. Странно. Но я сегодня в ТикТок не вышел. Ну, короче, ладно. Туғандар, короче, будем прощаться. Может, завтра, я не знаю. Если что-нибудь интересное появится, выйдем, найдем что-нибудь там поговорить. Просто пораньше надо выходить, мне кажется. Да, в тот день тоже пораньше вышел, никого не было. Хз, короче, как выходить здесь. Ну все, спокойной ночи тогда.
потихоньку буду вырубать.